Привет, ребята. Волнительные сборы. Прям, не знаю, с 4 утра уже не сплю. Время 3, точнее время 7. 3 часа уже как на движухе. Такая поездка у меня, ребят, нарисовалась. Ну, не в тайгу, не где-то тут по местности, не дальше на север. А наоборот, ребят, в другую сторону. Ближе к средней полосе. На реку Волгу. Такой выезд, он в принципе не планировался вообще. Как бы я не ставил цель в этом году прям туда рвать когти. Хотя очень хотелось поехать в Рыбинск к Сане, куда я ездил зимой по щуке отрываться. Меня приглашали туда и летом. Также я по весне собирался к Гене, Коме Рыбаков. Геннадьевич, привет тебе, если будешь смотреть. Прям все, уже надо было выезжать в целом. Но у меня здесь, ребята, по финансам ударил гараж, который, ну, еще ждет марафета. Туда деньга ушла, и в целом как бы не было возможности поехать к Гене прямо сейчас, потому что, ну, сейчас на поездку очень тяжело, ребят, выдернуть денежку из бюджета. Многие знают, что монетизацию на ютубе закрыли, и помощи на такие мощные поездки нет. Ну а тут Дамир, кореш у меня, многие его знают на канале. И в целом едет к себе на родину. И так получилось, что мы с ним просто договорились. И, короче, там порыбачим еще, ребята. В общем, ну, по бюджету немножко попроще, потому что едем вдвоем. Едем на машине у Дамира, заправка и все остальное. Там как бы будем складываться. В целом на такую вылазку я наскреб денежку. И, короче, ребята, жду Дамира. Прям такое волнение какое-то небольшое. Дорога не близкая. Так что ожидать можно всего. Давайте, братцы, договоримся. Сделаю по частям, потому что снимать постараюсь очень много. И рыбалка-путешествие. Для меня это будет путешествие, потому что в той именно стороне ни разу не был. И как бы новое, это всегда новое, это всегда интересно. Так что предлагаю, ребят, прокатиться на деньга 4 со мной, порыбалить, ну и вообще себя показать, на других посмотреть. Все, жду братика и в путь-дорогу. Ну, изначально покажу, что я взял к этой поездке. Для этой поездки я взял немало вещей, ребят, вообще немало, прям резерв. Потому что будем жить на берегу день, два, три, хотя... У Дамира живет мама в той стороне, но как бы я не хочу где-то быть дома, я хочу проводить время на берегу. Взял большую палатку, 2 раскладушки, газ резервный, резервное освещение, чтобы стоять 2-3 дня и вообще не париться. Естественно, кухня, полностью все перебрал, все котелки, добавил казан 5-литровый. Естественно, закидушки. Посмотрим, на что они будут стоять, кукуруза, червь, потому что, не знаю, все будет Дамир руководить. Большое ведро, там еще какие-то ведра под прикормку, мебель, стол, спальники, коврики, там маленький стол, топор, там что-то еще полностью укомплектован. Здесь чисто снасти, катушки, лески и так далее. Вещи, носки теплые, потому что мало ли дождь будет. Ну, естественно, 2 фидера. Здесь чисто гаджеты, зарядки. Здесь кое-какие продукты с дому. И недавно было день рождения, это подарок. Прям Серега заморочился, так своими руками сделал. Это я его открою как-нибудь вечером на берегу Волги. Как-то вот так, друзья, получилось. Дамир приедет и будем уже рассматривать. Может, что-то придется отложить, так как вещей очень много. Приора. Плюс у Дамира вещи, это 100%. Короче, прям не знаю. Ну вот, я люблю, чтобы все по сумкам было, конечно. Не просто разбросано здесь, допустим, здесь одно, здесь другое.
Здесь третья, здесь четвертая. И не вперемешку. Да, братик? Алло? Да-да. Андрюха, я на трассе. Ты выехал только, да? Ну, на трассе, да. Понял, я уже думал, ты подъезжаешь. Все, жду тебя тут. Да? Ну, хорошо. Давай. Через час Скоро будешь? буду. Давай, добре. Так. Это что? Кухня. Тут все, бля. Тут все. Котелки, шнурки, газовая горелка. Под чай, белый казан даже получается. Ну, и давай ты тут засматривай. Тут все свое. Ну здесь, слушай, здесь места еще много. Снизу надо вот. Так, ну что, мы все, тронулись. Дамир приехал, загрузились. Короче, ребят, половину пришлось оставить дома. Ну что-то многовато для такой машины, плюс у Дамира вещи. Короче, там казаны большие, там столы, стулья, вот это. Короче, по минимальному как-то. Даже больше, чем минимум. Даже больше, чем минимум. Вот так, смотрите, ребята, загрузка. Это сложено сиденье у Приоры, плюс багажник, плюс прям сразу вот подсюда какие-то вещи. Все, пролетели Визингу уже. 300 километров. Даниловка, первая остановка. Погнали, да, брат? Да? Да, полетели. Ну что, друзья, пропылили где-то плюс-минус 300. Даниловка. Кто по этому маршруту ходил, то, наверное, все в курсе. Тормознули отдохнуть и немножко покушать. Большая такая гостиница, столовая, шиномонтажи, короче. Ну, тут прям много остановок, людей. Все кушают. Столовая Фортуна. Хлеба надо? Да, черный парочку. Сколько? Парочку. А что там больше надо? Ну, что надо? Чай, кофе, второе. Томатный, можно сок? Давайте с тефтельками. Соусом пойдем? Да. Быстро перекусили. Ну что, вкусно, дорого, сердито. Котлетосом закинулись, полетели. Сейчас заправочка у нас. И что, Киров, да? Ну, не Киров, поворот на Киров, да? До Кирова не доезжаем, километров 30, наверное. Короче, Киров.
каждого свой кайф в жизни. Ну, даже тут Сыктывкар есть табличка. Набережная и Ну что, дело прошлое, мы в Яранске, город Яранск. 600 километров пролетели на одном дыхании. Я немножко киморнул даже. Ну, душно, ребята, душно, жарко. По бортовому смотрим 23 градуса. Но мне кажется, что влажность, вот эта духота намного больше. Так, впереди у нас город Йошкар-Ола, да? Яранск. Яранск. А, в Яранск, а впереди Йошкар-Ола, да, еще где-то километров 8. Я знаю, оттуда есть люди. Всем привет, друзья, если кто смотрит. В этих краях я еще прям так проездом не был. Ну, этот маршрут проходили когда-то давно, но прям прокатиться будет прикольно. Время 3 вечера, получается, в дороге мы уже с 9. Ну, где-то до 7 до 8. Дамир говорит, будем чилить. Ладно, все. Даже Идем никуда дальше. не спеши, нам Да. чё? Мини-отпуск, друзья, мини-отпуск. Все, друзья, заскочили мы в Йошкар-Олу. Едем прямо по городу. Время вечер. Красота вообще, ребят. Смотрите, какие пейзажи. Город реально красивый. 12 регион. Так что переехали уже, получается, 2 региона. 43-й Кировская область. И вот 12-й Республика Марий-Эл. Город Йошкар-Ола. Никогда здесь не был. Город реально красивый. За бортом 22, не знаю, почему-то или обманывает, или что. Погода шикарная, вечер, Кремль. Йошкар-Олинский. Свеженький. Да, друзья, смотрите, ну красиво, базара ноль чё. Как- Когда с деревни вылетаешь вот так, это прям дико немножко. В общем, у нас на заправочку, у нас бак заканчивается, сейчас тут заправляемся. Что-нибудь холодненького, может какого-нибудь мороженого даже, немножко остыть, так как кондюшника у нас нету. Как там говорит братан? В Тойоте, говорит, спасет, говорит, подушкой безопасности, а нас 3 иконки. Да, ребят, красота вообще. Вот Ярик наподобие такой же, вот Ярик я был. Вот смотрите, шатры, вот эти летние кафешки открыли. Люди балдеют. Вот это пойдет движуха. Да, красота. А ты что, вторую обслуживаешь? Или что? А только первый, Заправочка, друзья. Немножко передохнем, остынем. Брали кофе с собой в термосе. Как бы, чтобы не покупать в целом. А так никуда не заезжаем. Прямоходом идем. Ну, к вечеру будем на месте. Движуха, конечно, бешеная.
мы заедем на гору, вот на ту гору, либо на ту, я тебе покажу, сколько там еще до берега. А, и туда еще заедем. Все, друзья, добрались до места и сразу же на реку. Какие просторы. Время 7 часов вечера, мы на месте. Деревня Дамира. Ну, деревню не назовешь, все красиво, все четко. Дороги идеальные, ребята. А вот матушка Волга. Рыбачки ходят. Красота. Вот, друзья, ребята слепуются. Здесь такой слип, пароходы. Вон мужичок стоит, на кольцо, наверное, рыбачит. Но мы пока домой. Рыбалка у нас будет завтра. Едем отдыхать, мыться, кушать. Завтра будем закупаться. Прикормка, опарыши. Короче, все, добрались. Итак, друзья, доброе утро. Утро реально доброе. Я нахожусь в другой республике, Чувашской республике. Красивая земля. Вчера погуляли с Дамиром вечером уже. Очень красиво, культурно, все убрано. Блин, вообще, как будто такой курортный городок, вот реально. Фоточки, кстати, есть, ребята, кому интересно, там в Инстаграме, ВКонтакте выкладываю фотки. Ссылки в описании, если что, можете посмотреть. В общем, 8 утра, друзья. Вчера мы приехали, помылись, так приятно встретили. Мама у Дамира, тетушки накрыли стол, вкусные выпечки столько. Гостеприимные люди, очень вежливые, очень добрые. Да и вообще как бы в целом нормально. Все, мы собрались, едем сейчас закупаться. И в целом Дамир меня забрасывает на реку, показывает место. Я там делаю лагерь, а он едет по делам, так как у него тут есть кое-какие дела. А вечером ко мне приедет. Короче, давайте, полетели. Братан, в плане все есть? И базу. Базу, да? Написано, просто вещь написана. Базу, шоколад. Шоколад работал я. Все, друзья, закупились продуктами, закупился прикорками, опарыши. Мир рыболова, ребята, кто будет в Козловке. Ничего, так пойдет, цены такие божеские, нормально. Прикорка 100 рублей в целом. Вообще огонь. Все, гоним. Остров. Ну что, друзья, все, я на матушке Волге. Вы не смотрите, что там берег, это остров, за ним идет еще примерно же такое же расстояние. Там, кстати, судоходное расстояние, а здесь, так как баржи не ходят, здесь рыбаки. В общем, берег весь занят, сегодня суббота, сейчас пробирались, искали место. У Дамира там есть своя точка интересная, вот там сидят люди. Много лодок, это рыбачат на кольца, на яйца. Есть такая рыбалка на Волге, я тоже хочу попробовать у себя на реке. Ребята собираются, уезжают, отстояли, говорит, ночь, вообще, говорит, плохо. Дистанция очень большая, забрасывать надо 70 метров, потому что ближе вообще ни о чем, мелочь. Ну и, короче, достался там такой участок, друзья, грязный. Там какая-то, получается, чуть ли не свалка, но там жгли, видать. И вот такой берег
небольшой бережок, есть тенечек, если что. И в целом здесь мне, в принципе, достаточно. Но буду пробовать, ребят, не знаю. Вот почему говорят, что 3-метровый мейфидер это не фидер. На Волге, ребят, надо иметь 3,90-4 метра фидер, чтобы реально чувствовать себя уверенно и забрасывать далеко. Но опять же, на моей реке 3 метра вполне достаточно. Я могу фидером даже перебросить реку. Здесь вот нужны большие катушки 5000-е, шнура метров 300 на катушке. И большое удилище длинное, чтобы бросать в целом уверенно. Ну, все, ребята, Дамир сбросил меня с вещами и уехал заниматься делами. Приедет вечером. Сейчас явно клевать не будет, но я поставлю лагерь, потихоньку оборудую здесь и начну рыбачить, кормить точку. Будем ждать вечер. Ну, в принципе, почему бы, может, и днем что-то будет. А так в целом выгрузился все вещи. Вот такой шмурдяк, ребята. Это еще у Дамира там половину осталось. Короче, вещей очень много. Время уже дело прошлое, ближется к обеду, так что сейчас прям по рыбалке не скажу, что прям круто он будет, мне кажется. Но это Волга, ребят. Я здесь первый раз. Летняя рыбалка, фидер. В общем, давайте начнем. Ехали по обрыву, спрашиваю мужиков, там, в целом ребята на кольцо, говорят, достают леща. Но это, смотрите, какая дистанция. Вот в целом примерно ориентир. Но глубина, ребят, очень большая будет, метров 15, наверное, а то и больше. Так, друзья, по прикормке села камера у меня. Смесь база Дунаева. Такой большой пакет. Но я не полностью высыпал. Естественно, банка кукурузы. Туда же добавим вот такую горький шоколад. Наверное, целую пачку. Так. Еще взяли вот меласку такую, лещ. По идее надо разбавлять ее с водой. Ну, мы все так по стариночке. Все. Ну, сейчас вот эту базу, ребята, сделаем по красоте. Постараюсь сделать прикормку такую более плотную, потому что глубина большая. И чтоб пока кормушка падала, прикорм у меня не рассыпался толще воды, чтоб кормушка конкретно падала на дно с кормом. Сделаем такую прям плотную. В общем, на выходе, ребята, вот такая штука получается. Вот, мне кажется, до дна дойдет. Так, плотненько ее увлажнил. Ну, еще меласка тоже, она дает свою склейку. Ну, пока вот этой прикормки мне хватит. Я думаю, отлично. Самый раз.
Вкусняшки, ребята, сам бы хоть ел. Ё-моё. Взял с кресла у Дамира свое, у него не влезло в машину. Но есть стульчики маленькие. Вот удобно с такими вот регулируемыми ножками, когда вот такие пологие берега. Конкретно можно выставить, получается, как тебе надо. Шикарно прям. Ну что, друзья, попробуем найти бровку. Не знаю, конечно, я не доброшу, это явно, с такими фидерами. У меня шнура-то всего лишь 100 метров на катушке. Соответственно, что я смогу сделать? Ну все же. Ну, новые места, ребят, новая река, вообще новый регион. Это круто, конечно, с одной стороны. Так, есть маркер. Сейчас промеримся. Блин, ветер, ребята. Сильный ветер. Да я сейчас что, пока на резерве, я пока поставлю палатку, сделаю базу, местечко пробью. Я никуда не спешу. Рыбалка будет явно вечером. Так, мне надо клипсу сбить старую. Старую клипсу сбить. Тут сбито. Тут я убрал. После рыбалки, ребята, убирайте клипсу, потому что часто бывает, кто-то забывает, и сделаешь монтаж, заброс, и бам, мимо. Просто клипса рвет. Надо убирать клипсу всегда, сразу же. Так, ну что, погнали. Примерно ориентир. Вот тот прогал. Упал. Не знаю, какая глубина, ребята. Вот что-то я цепляю. Вот какая-то бровка. Прям конкретная. Но такое песчаное, с травушкой, походу. Вот там сразу же какую-то бровку нашел. Вот тут уже нормально идет. Сейчас попробую еще дальше забрать. Все, друзья, разобрался я с дистанцией. Не знаю, кое-как промерил. Вот там глина такая получается. Ни камня, нифига. Нифига, ни камня. Получается, этот подальше, потому что я его могу забросить подальше. Он, во-первых, жестче у меня, и шнур тут полегче. А этот более такой лайтовый. Наживки. Опарыш, червь, кукуруза. Опарыши, конечно, классные. Прям хорошие. И красный, и белый. Крупные. Так, ну что, ладно, ребят, побросаем.
Побросаем. Посмотрим, может плотва какая-то днем. Еще что. Опарик, кукурузка. Ну вот так тут на опарыша и, наверное, закроем кукурузкой. Не знаю, попробуем. Так, ну что, буду добрасывать, нет? О, добросил. Первая поклевка, ребят. Ух ты, а что-то подавливает, ребята. А этот подсачник-то я не разложил. Кстати, тут на выходе трава идет. И зацепляется кормушка. Вот он тут сошел. У меня тут сход был. Подавливал и об траву я зацепился. Вот, ребята, сход. Хе-хе. Первый сход сразу же. Такие подачки были. Это был подлещик, я так понимаю. Сразу же, ребята, подача. Сразу же. Вот, смотри, что делает. Не знаю, засек, не засек. Надо высоко поднимать, потому что тут трава на выходе. Вот, вот она трава и цепляется. Что, опять сход? Или бровка там? А нет, взял, ребят. Опа. Что это? Ни хрена сорога. Волжская, ребята. Смотрите, грамм 300 сорогень. Ближняя бровка и сразу мать пошла. Ништяк, ништяк. Вот это сорога. Ближняя, ребята. Этот надо сейчас крутить сюда. Волга, матушка. Садок. Да. Вот это сорожено. Так сорожено. Подлещик, ребята, мелкий. Опа. Пускай идет мелкий. Там клюет и тут клюет. Не успел разложиться уже. Погнала возня. Что тут у нас? Густерка мелкая. Не знаю, такую брать, не брать. Мелкая, наверное. Такую-то точно будем отпускать. Приехали, ребят, еще семья. Вот туда, на то место, где мужики сидели, уехали. Семья приехала. Блин. Боровочка.
цепляешься. Это получается там берег, ребята, только понимаете, о чем речь. Ох ты! Вот это Маша, ребята. Тихо, 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 тихо. Стоять! Вот это Маша, еще и кто-то жрал, ребят, смотрите, судак, походу. Вот это волжская плотва, ребят. Жесть. Ее еще и судак бил какой-то. Дерзкая. Сколько тут? Грамм 300, наверное. Ужас. Вот это да. Достану, ребят, подсачник. Так как это несерьезно. На кукурузу, ребята, лучше идет. Одна кукурузина и нормально. Ближняя бровка. Опять, наверное, сорога. Вот какие они, ребята, хорошенькие. Вот это сороги, я понимаю, волжские, ребята. Смотрите, какие малышки. Че, сорвалась? Блин, грамм 300, наверное, ребята. Вот ее по соли сделаю. Вообще жесть. Таких, блин, потаскать приятно. Ох ты, ребята! Чихонь! Чихонь! Чихонь, братцы! Вот это да! Вот эта рыбка! Я такую еще не ловил. Чихонь, ребята! Вот эти сабли. Говорили мне. Видел я. Хрена она заела. Вот это она заела. Так заела, ребята. Ножички такие себе приобрел. С экстрактором. Чихонь, братцы. Первая чихонь в моей жизни. Зверь машина. Дерзкая рыбка. Не знаю, друзья, как по-волжски там. Мелочь это не мелочь, но плотва грамм 300, 350. Я потом завешиваю по-любому, ребятки. Чихонь. Блин, это для меня вообще счастье. Проезжали там, мелкий, говорит, подлещик вот такой ладошечный. Сидят с 5 утра, кто-то с вечера сидит. Вообще, говорит, ничего. Такую плотву, ребят, за радость ловить вообще, я не знаю. То как там, что. Куда, как что бросает. Но в целом кидал далеко очень, не работал. А ближний сразу начал работать. Я вот это сейчас подмотал. Примерно в одинаковую бровку кидаю. Плюс-минус. Может метр разница. И все работает. Все классно. Бутерброд 3 опарика и кукурузкой закрываю. И вот плотва берет на кукурузу. Крупная плотва берет на кукурузу. Мелкий подлещик. Такого-то мы не будем брать.
Ну, это сорога. Думал, подлещик мелкий. Сорожка. Вот у нас такая в зачете идет. А здесь она мелкая получается. На велку, ребята, сухим посолом сделаем, наверное. Посмотрим. Разберемся. Рыбу нам девать сейчас пока некуда. Хотя здесь можно по родственникам раздать. Че наловим с Дамиром. Не успел этот зарядить. Поклевочка. Ах, вот там вот, ребят, бровка цепляется. Надо выше поднимать. Фидер. Вот бы четверки 3,90 здесь работали. Угу. Такую даже не подыму. Хотя попробуем. Опа. Опа, стоять. Фух. Ребята, смотрите, какая она. Волжская сорога. Как вобла. Как ясь разговаривает. Жила. Еще бы воблу поймать. Кормом, ребята, угадал. Переувлажнил его, и получается до дна он доходит, не растворяется, пока кормушка тонет. И достаешь, даже бывает корм, когда постоит минуты 5, а если стоит чуть больше, то корм рассыпается. Значит, все четенько. Конечно, солнце, надо доувлажнять его, а так нормально. Сильный удар был, ребята. Очень сильный. Ага, все понятно. Хапал судак или щука. Я прям испугался. Она у меня уже давно повисла, получается. Смотрите, друзья. Судак. Тут нефиг делать, можно судака дернуть. Такая поклевка была, я думал, что за зверь. Чехонь, ребята, вторая. Да ладно. Вот это вообще стерлядь. Матерая. Жирная, говорят, рыба, ребята. Чехонька-то, о, по локоть. Прозевал. Не прозевал. Не прозевал. Вот так, ребята, обеденный перерыв, обед. А здесь прелестно можно рыбачить и таскать рыбеху. Скорее всего, плотва, поклевка дерзкая. Она, родимая. Она, родимая. Вот какая, ребята, красивая. Волжская сорога. Прям в шахте. И это тоже у меня клювакает. Опа! Вон он, ребята. Судак. Судак, ребята. Как его брать? Как его брать, ребята? Третья уже поклевка такая, судачиная.
100% судак или щука. Как его поднимать, хрен знает. Ох, такие рывки. Все, отвалился. Отвалился. Судак, друзья. Ё-моё. Отвалился, отвалился. Красота, блин. Почти дотащил уже. Третьего. Я почему говорю судак, ребята? Может это не судак, это может сазан. Блин, я не могу допереть третью рыбу уже, ребят. Вот сейчас прям уже почти дошел. Тут рывки такие, что... Ну это не лещ точно. Вообще жесть. Много подлещика попадается. Я особо не снимаю, ребят, конкретно, потому что берегу флешку. И вот сейчас закидушка у меня есть. Я сейчас примастырю, ребята, поводок тройником и закину. Может, выхватим судака. Я хочу пожарить его. Ну все, друзья, вот так сделал поводочек, тройник подвесил. Ну и, соответственно, груз. Первый подлещик полетит сейчас за судаком. Наверное, здесь уже сидит он. Ага. Есть. Вот он сейчас и полетит. Густерочка. Какие-то такие пятна у него интересные. Лишь бы добросить аккуратно. Не знаю, не убила его там об воду. Пускай работает. А ты пойдешь туда. Судаки разогнали, ребята, плотву крупную мою, которую я ловил хорошо. Так, слушайте, нормально потаскал. На точке редко подлещик, но, видать, стоит судак, ребята. Явно видно, прекратилась резко, и вот сразу же бам. Если подлещик садится, то он висит, и даешь немножко, и его судак хватает. Уже, наверное, четвертая рыба порванная. 3 я не допер. Сейчас поставил подлещиков на те донки, но я, конечно, так далеко не могу забросить с подлещиком. Короче, немножко поближе, ну ладно. В общем, пока перекур, наверное, немножко отдохну, займусь лагерем, выставлю палатку и все остальное.
что, поставил палаточку. Тут сразу жара такая стала. Невыносимая прям. Наверное, откроем дверь. Вот так вот. А москиточку закроем. Вот так вот. Все. Пускай здесь москитка пока. Здесь, в принципе, тоже москиточки можно. Пускай пока продувает это на вечер. Все. Мой шатер и на Волжской земле постоит. Так. Раскладушечки. Раскладушечки. Опа. Вот так вот. Кстати, хотел, ребят, похвастаться штучкой новой. Это я был на сплаве, и Серега подарил мне на день рождения вот такую надувную подушку. Есть, получается, надувные матрасы, а это надувная подушка. Все, открутили. В камуфляже, говорит, как ты любишь. Можно помочь. И закрываем. Смотрите, братцы. Вот такая надувная подушечка. Сегодня взял белорусские спальники. Парни из Беларуси. Василий, я знаю, пишет мне. Пашка Ковалевский. Братцы, привет вам. 2 спальника. Они еще новые. Ну вот так. Вот же. Ой, стол не брал. Стол у Дамира. Вот такой. Складывается он прелестно. Конечно. Бац-бац. И вся любовь. Вот такой столик, ребята, у нас будет. Подстаканники, смотрите. Отлично. Взял на резерв большой баллон, чтобы не заморачиваться постоянно. Сейчас поставим горелочку. Пожарим яишенку. Перекусим. Подплыли парень с девушкой на лодке. Напротив нас стали, получается, на кольцо. Совсем недавно, друзья, был день рождения. Я толком не отмечал его, но приехал друг мой, кореш, Серега. Он как раз приехал с вахты. Короче, позвонил. Сейчас, говорит, приеду, Андрюха. Я говорю, да я не отмечаю. Да посидим, говорит, поужинаем. Короче, приехал, друзья, и подарил мне вот такую коробку. Я, говорит, сам ее сделал. Лаком даже прошелся. Так красиво опалил.
и забил на гвозди. Это твой, говорит, подарок, Андрюх. Чисто, говорит, откроешь, когда, говорит, понадобится, говорит. А что понадобится? Ну, сейчас мы и узнаем, друзья. Дома я не открывал ее. Взял с собой в поход. Еще не так просто открыть. Гвозди такие не маленькие еще. Вроде справился, друзья. Гвоздей не пожалел, блин, а? Еще пилки засунул. Так, открытка. Тому, кто ценит вкус жизни. Братик, желаю тебе обрести свой путь. Береги себя самого, без всей этой... Короче, ребята, это я так потом. С днем рождения, Андрюха, моя братан от души. Короче, почерк там, короче, своеобразный. Тут надо разбираться. Бабам! О! Термокружечка, ребятки. Точно так. Крутая вещь, кстати. Бывает. Прям с нее, ну, прям не хочется наливать в кружку, а взял, открыл, попил. Бабам! Чайковский, друзья. Ричард. Вкусный, кстати, чай. Заварной. Так. Бабам. Кофе, братья. Хороший кофе. Вискарь, друзья. Вискарек. Хороший вискарек. Вот так, друзья, вроде мелочь, да? Такая, а приятно. Да, братан, от души. Спасибо, Серега, огромное. Ну что, откроем вискарька, ребят, за Волгу, за матушку. Жара стоит, 26, наверное. Душно. Немножко себе приготовил перекусить. Че, давай, будем? Стол, конечно, или я неправильно что-то тут сделал, потому что вот... все понятно, друзья. Точно. Вот это как оно все делается. Все легко и просто. Натягиваешь вот эти, и он прямой становится. А я что-то думаю, что за лямки? Для чего они? Вот она как делается все. Ну тогда да, тогда плюсую. Тогда вот. Отлично. Вискарек. Красиво живем. Что, друзья, на Волжанской земле, на берегу реки Волги, хочу поднять этот тост за друзей. Потому что друзья, ребята, это прям
прям вторая семья, я бы сказал. Бывает в некоторых ситуациях и намного лучше. Бывает, брат так не поможет, а родной как друг. Я выпью за друзей, друзья. Так что вы мои тоже друзья. Так что давайте, братцы. Пошли вторые сутки, ребята. Нахожусь в другой республике и уже скучаю по своим, вот честное слово. Я знаю, что Лариса Юрьевна, она тоже хотела бы поехать со мной, пожить здесь. Здесь другая природа, здесь совсем все по-другому. Другая рыбалка и прям немножко скучаю, хотя только уехал. По дочери скучаю, по матери, потому что это мои девки, мои девчули. Ладно, братцы, начнем. Нормально, еще влажная, нормально. Надо вот постоянно ее доувлажнять, потому что сохнет на ветру. Вроде неплохо. Ребята стали прям напротив, на кольца. Но немного, часто плавали, искали, и смотрю на фидер, точнее по эхолоту, они хопа, типа вот здесь, здесь, здесь. Нашли рыбу, наверное. Так что очень сильно радует, ребят, что нет травы, вообще нет травы. Это прям вообще, я не знаю. Такой кайф. Все, начнем швырять. Зацепил, ребята, кого-то. Солнышко выскочило и... Ой. Там бровка там, блин. Она прям не дает рыбу выводить. Столько сегодня сходов, кстати, было за нее. Плотва, скорее всего. Сорога. Да, волжская, ребята, красотка. Ух ты. Ё-моё. Это на самом деле крупная, блин. Смотрите, ребята, какие они. Ё-моё. Во. Вот это сорога. Вот это, братцы, сорога. Я понимаю. Все так же работаю. Бутерброд. Жесть. Красотки, конечно. Вообще жесть, красотки. Разделся босичком. Водичка теплая. Завтра, наверное, искупаюсь с утра. Что тут у меня нормально? Чехонь один что-то. Ох ты! Отвалился. Первый, ребята, такой более-менее на мир приехал. Дождался его вечерком. Все, сейчас тоже будет падать. Вот туда, наверное, сядет. Потому что там как-то высоко, а вот тут самый раз будет.
Ходок сюда передвинем и нормально. Сюда, да, братик? Куда посадишь меня? Давай сюда, прикормлено уже. Показывай, как обычно. Скрутка. Да, скрутка. И этот как его. Ну, инлайн обычный. Ага. Через со скруткой. И все. Угу. Хорошо. Так, ну что, Дамир приехал, еще приехал дружище у Дамира, Олегович. Подъехал к нам, сюда встанет он. Ну, а Дамир, получается, сюда. Я убрал закидушки, так и не получилось соблазнить судака. Но Дамир подсказал историю, как можно поймать его здесь. Получается, просто берем груз, шнур и кидаем вот эту дистанцию, на которую мы можем забросить, так как с подлещиками это невозможно забросить, он парусит, очень тяжело. Жабры вылетят, да. Да, жабры вылетают. А потом берем поводок и по леске его отправляем в путешествие. Да. Я, кстати, это попробую. Но- Да, это обязательно. Так что все заряжено у меня. Просто возьму поводок на вертлюге подлещика и туда его. И он должен уйти до груза и встанет на точку там, где вот именно судак пасется. Потому что днем была история, и охота бы поймать, конечно, я бы сразу пожарил судачка на ужин, это было бы круто. Ветерок утихает, солнышко на закате, здорово. Везде машины, ребята, суббота, выходные. И мы сегодня троем эту точку будем ломать. У Дамира первый заброс. Без всего. Дамир кормит. Он, кстати, встал намного дальше, нашел дальнюю бровку. Так что, короче, есть результат. Мне кажется, есть варианты найти леща. Если не будет на ближней, то, возможно, у Дамира будет что-то. Ну, еще у нас будет Олег, получается, слева. Так что, мне кажется, все должно получиться. Будем делать, посмотреть. Будем делать, посмотреть, да, 100%. Так, друзья, ну что, вечер. Ребята сели по фидеру. Клевать вообще перестало. Вообще странно почему-то. До этого хоть ляпка клювала, там мустера. А тут вообще никак. Оказывается, тут зависит от того, что спускает воду, ребята, ГЭС. Течение появляется, рыба начинает активничать. ГЭС закрывает, течение уменьшается, то бишь его практически нету, и рыба плохо становится, ну, плохо клюет. Охренеть. Ну, то бишь тут совсем другие законы, и местные это понимают, а вот, допустим, заезжий, какой-то приезжий, как я, допустим, но не поймет этого. И вода как будто она начинает резко падать, как сейчас. Ну, Дамир говорит, она также и резко короче, подымется. А по концу, друзья, я решил приготовить ужин. Картошку жареную. Сейчас пожарю. Рыбу не стал уже как бы готовить, хотя на рыбалке надо готовить, ребята, рыбу, правильно. Но есть картошка, так что чистим картошку и жарим. Жарим сосисками. Надо такое вот все есть, покупное. Мамкин салат в банках. Тоже его надо доставать. Короче, пока пацаны сели, я-то уже отрыбалил. Я-то уже отловился нормально. Дороги потаскал. Короче, занимаюсь делами.
Утром, походу, начнется. Утром возня. Потому что сейчас вечер должна была самая такая классная рыбалка. Переобулся, ребята, я в колошке, штанишки. Тут, короче, пруд недалеко. Слышите, что творится? Лягушки невменяемые. Пойдем пройдемся, посмотрим. Говорят, караси есть. Можно на удочку рыбачить. У нас жабы так не такую, друзья. Он как невменяемый, слышь. Тарахтит, как косач, блин. С другой стороны, знаете, так посмотришь, как будто птица какая-то. А это лягушки, ребят, прикиньте. Вот эти волжанские. Комаров много стало. Вот, и карась плюхается. Вообще жесть. Я в шоке. У нас так не крякают они, блин. $3.50. Погнали. Тряночка. Ух ты. Как Жерик играет. Это Жерик, да? Наверное, ебашишь малька. Ну что ты? Он качает. Все, он сидит. Поднимай. Подсел, думаешь? У меня там червь-то не маленький был. Ничего нету. Обрез. Начинается, короче, движуха. Просто тупо срез, блин. Крючка нету, блин. Интересно, блин. Ну что, господа, Подготайте. Предприниматели. конечно. Все серьезно. Да? Господа предприниматели.
может поспать сходить еще? Чё ты? Не буди народ-то. Спать тебе нельзя. Ну, можно будет пару часиков. Да что-то даже намека нет, Андрей. Ну, вообще, да. О, вот это да. Еще скажи чисто опарыш. Да? Да? С кукурузкой? Так, друзья, ну что, время 8. Постояли утро. Получается, с 3. Тишина, пару подлещиков, пару там что-то густерок. Правда, лещика зацепили. Олег зацепил. Правда, я не заснял. Такой килограмм, наверное. И все. Вообще тихо. Короче, ребята сидят, я думаю, отдохну немножко. Пару часиков киборну. Может, как вчера, начнет плотва сорога долбить. Ну, к обеду как раз примерно. Так что немножко отдохну. На свежем воздухе все равно, ребята, кумарит. Короче, и на Волге, ребята, надо попадать. Надо искать. Здесь бывает так, что Дамир говорит, вот возьмешь 100 метров влево, допустим, ребята ловят леща, а чуть ниже он вообще не стоит. Ну, короче, вот так. Ну, в общем, разберемся. Давайте, братцы, на связи. Так, друзья, ну что, я немножко кимарнул, поспал. Обстановка сразу поменялась, ребята. Люди приезжают, уезжают. Смотрите, сколько машин, вот так весь этот берег. Просто палатки там, дети. Соседи наши уехали. Уехал Олег, а мы с Дамиром. Короче, время 10 часов. Будем ждать дневную плотву, сорогу, которая была вчера, возможно. Так как вообще нет рыбалки. Тишина полная. Мелочушка поклевывает. Поставили донку на судака. Вот спустили мы по шнуру поводок. Как правильно они делают. Они и так в заброс. Ну и короче отдыхаем. Смотри, видишь, у него такие вон пятнистые какие-то. Точки такие у него. И на жабрах тоже точки. А сорога вот эта, она вот так прям пам-пам. Прям жестко прям. Также и чихонь. Чихонь вообще с ума сходит, блин. Что, дождались вроде. Вымучиваем тут. Давай, братик, без фанатизма. До мира дальняя бровка, кстати. Очень далеко кидает. Леска 0,14. Поводок, да? Ага. О. Серебристый малыш. Хоть что-то. Ну да, слушай.
А леска с шнур, смотри, Весь цапля. вверх в соплях. Значит, стоит. Стоит, да, кормится, лазит. Пришел. Не знаю, сейчас может что получится у нас, замер к обеду. Кормится же все равно. Кормится, да? Подходит. Время первый час. Кукуруза опарик, как вчера. А? Силен. Ну слушай, экспериментировал вчера, вот сидел один тут. Ну что ты будешь делать, а? Где покрупнее там кабанчики? Да вялку-то самый раз, да, такие, не спорю. На кукурузу, понял? А? На 2, да. Кукуруза должна сорога быть, по сути. С дальней дистанции. Она родная. Радует тебя лишнее, да? Ой, красивая. Вот видишь, кукурузу сразу. И вот вчера то же самое. Что, серит? Нет, не кормится. Тоже побитая, блин. Добра, малышка. Я же тоже это поменял на кукурузу. Добрая плотничка. Плотва добрейшая, но... Стой, 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 девочка, стой. Спился, что ли? Понять. Тут сошла. Тут уже убит. Не видать на одну. Чехонь. Вот это корабль. Кораблик. Да. Третий. Тихонько, да? Тихонечко, да. Ну вот, что-то, видишь, опять начинает. Как вчера вот. Так что, сейчас, может, разгуляемся. Так только закинул, понял сразу же. Эту выматываю. У меня сошла на бровке рыба, я чувствовал. Дорогу. А может и чехонь. Сорога. Идет. Красавец.
батон, блин. Смотри, какая, братан. Да? Вообще, грамм 300, уверенно. Кукуруза, ребята, 2. Одну не берет, 2. Жадные. Волжская. Ух, красавица, блин. Представляю на зимнюю удочку таких. Ой, блин, вообще мило бы было. Такую опасно поднимать, да? Тогда я вчера Возьми, дай-ка сфоткаю. Амир убалтывал, поставь кукурузу, поставь кукурузу. У нас уже закончилось. Открыл еще одну банку. Все, попер. Правда, у него дистанция бешеная. Ух, какая, братик. Смотри. А, нет. Ну, что такое? Опа. Сапа, да? Ну, густера. Хрена здоровая. А, смотри, какая красивая. Как этот, блин. Глаза такие у нее прикольные. Желтые, желтые. Ага. Ой, какая. Фоткай. Вообще огонь. Дашь в руку? В руку. Порвет ведь нам. Конечно, порвет. Смотри, какая волжанка. Опа. Не морая. Шикарная, да. Кукуруза, да? Да. Что там? И чай, и чай, и чай. Ну, слышишь, такие губехи кукурузину-то они, конечно, по красоте грызут. Ну, давай, давай. Опа. Все, друзья, собираемся потихонечку. Отстояли на точке. Рыбку половили. Леща не дождались, но по сороге, ребята, я душу отвел. Сорога грамм 300. Козырная. Все, собираемся. Ну все, друзья, постояли здесь сутки. Все, это у нас была разведочка такая. Немножко посмотрел, что да как. И есть разницы большие, ребята. Во-первых, длинные дистанции, большие глубины. Вымучивали, мы выжидали. Ну, в общем, вчера днем хорошо поклевала плотва, крупная. И вот сегодня то же самое. Пару подлещиков ночью, что-то пару с утра. Ну и в общем, как бы ведро-то мы поймали рыбы. Короче, все, ребята. Едем в город, закупаемся. Провизия. Туда-сюда. Заправляемся и рвем когти, ребят. Не знаю, Дамир вроде как хочет свозить на другую речку. В общем, не на Волге будем стоять, а на другой реке, короче, и, возможно, карась. Первая новая рыбка для меня, чихонь. Короче, одни эмоции, одни впечатления. Погода классная. Мошки, комаров нету, ветерок, ребята, вообще четко. Мужики еще стоят, рыбачат на кольцах. Ну а мы все, загрузились. Так что все, ребята. Завтра рвем когти на другой кордон. Погнали.
рыбалки. И тут Дамир говорит, сейчас заедем на шикарное место. Я уже, ребята, вижу. Это реально шикарное местечко. Самая высокая точка. И смотрите, друзья, Волга, матушка. Вот она, просторы. Вот это красота. Вот это склон, да? Вообще огонь. Водка, рыбачки. Наша рыбалка вон проходит слева. Угу. Видишь этот подворот? Да. Вот это старец. Вот это русло основное, откуда заходят корабли. Получается. Помнишь, я тебе говорил, остров Козловский? Да. Вон, ты видишь вон тот остров. До берега смотри, до ближайших домов сколько еще там. Вот это протекает еще река Елеть называется. Там, везде. Базу отдыха вот сюда приглашают, напротив приглашали. Угу. Да, вообще огонь. Река. Ну да, слушай, ширина, да, необъятная. Вон рыбачки сидят маленькие-маленькие. Там мотор идет. Вообще. Парочки влюбленные сидят. Балдеют. Ну, тут юрты сдают, кстати. Ага. Да, очень красиво. Прям завораживает. Тут река впадает, а они вот Мгм. здесь слева прям. Доброе утро, ребята. 6 утра мы уже в машине. Вчера помылись, отдохнули, и сегодня очередная поездка. Сегодня рвем когти в сторону Казани, на другую реку. Погода, конечно, не радует. Что-то по прогнозу дожди. Но будем надеяться на лучшее. Все, мы полетели. Вчера уже закупились специально пораньше, чтобы не заезжать в магазины. Ну, проедем через пару красивых мест, да, наверное, по дорожке. Заскочим, так как рыбалка-путешествие. И Дамир мне еще показывает вот именно всякие красивые места. Ну вот так все, ребята, в путь, дорожку, полетели. Что, здесь на граните, да? Да. Ночь? Или Ну, с под утра? утро, да, во Под сколько? утро? Полтретьего где-то. Чё? Ну, ветер. Есть что? Ну, вот лещ, я говорю, первый раз. А сколько там глубина? С этой стороны, да, стоял? Ну, с этой стоял, да. О, отлично. А до этого ездил, что-то вообще тишина была. Да? Ну, вот на той неделе. Карася не было? Карась был, я когда вот там вот сидел. Друзья, ну что, набрались. В общем, сильный ветер, на реке встать нет возможности. Но вот ребята ночевали, мы там встречали рыбачка. Есть лещ. Лещи клюют, неплохие такие. Ну не лещи, но подлещики там грамм 600-700. Ну, чтобы спрятаться от ветра, мы заехали в протоку. Здесь идет протока, соединяется с рекой, которая. Также по протоке идет дорога. Такой бор. Ну не бор, конечно, но такой перелесок. Много машин вдоль этой протоки. Ну и здесь, получается, есть карась, которого надо поймать.
так как карася я не ловил, друзья, на фидер. Место, конечно, не самое такое прям перспективное. Крутой свал, плюс трава. Подсачивать придется, если будет рыба. Ну и здесь есть вариант поставить палатку, так как мы там проезжали, пару мест было очень сильно полого. Короче, ребят, в протоке будем стоять, течения тут практически нету. Кормушки можно использовать легкие. И глубина, соответственно, 3 метра. Накормим сразу точку, так как встанем в 2 фидера по 2. Пятак раскормим прямо на ура. Отлично, братик. Огонь. Все, разгружаемся. Кстати, можно даже глоток пива, да? Никуда уже не поедем. Все, уже отбой. Уже точно все, наверное. Где поляна? Какая поляна на нас смотрит? Особо глубоко не заходи. Вот здесь. Этот котел. Клещей, кстати, никто еще не отменял. В курсе? Здесь тоже их хватает. Что, помочь? Да, растяжки растянем. Я хотел погулять по берегу. Да? Вот туда, да? Да, конечно. Даже наискосок вот так. Все, сейчас растягиваю юбку сразу, чтобы не было удобно. Так, установили сразу палатку, потому что сегодня дождь обещают. Да и в целом, как бы, место установили. Все уже. Раскладушки туда, что не нужно, сейчас будем заносить. Тут такой дорога, съезд идет, чтобы никому не мешать, короче. Хотели прям здесь, но мало ли кто-то поедет, это неправильно. Опять же грязно, много мусора. Мусора очень много. Все, домина стоит. Отлично. Убрал немного полянку. Ну, блин, я смотрю, люди вот сидят, вот фантики валяются, они приезжают и похрену им. Ну, даже самому же не по кайфу сидишь, когда вот такая тема. Понятно, что здесь народу больше, соответственно, и мусора больше. Ну, а так вот, когда ты сидишь, вот глаз вот этот не портит, вот этот фантик, пачка сигарет. Вот, приехали сразу, ребят, пакет повесили вот так, и все. Когда уже будет пакет, ты уже не кинешь туда. А фантик, бычок ты вот положишь в пакет. Там подсобрал. Ну там здоровый пакетище получился там. И в целом посмотрим. Будет место, мы увезем все это дело. Так что я вот терпеть не могу, как бы. И вот приехал, вот уже, пожалуйста, природа. Она должна быть вот такой. Так, ну что, готовим снасти. Дамир, получается, справа садится. Я вот так. Там есть, конечно, ступенька, кто-то
лопатой вырубал, но для фидера там не пойдет. Сажусь сверху. В целом нормально. Да, зачем? Все, ребят, патерносер, как обычно. Уже не показываю, потому что 1000 раз показывал. Блин, охота карася зацепить. Крючки закончились, заехал в магазин, он взял вот такие крючочки. 8. Ну и опять же, флюрокарбон 18. И здесь тоже есть щука. Не знаю, достали, там она, наверное. Ну а Дамир сейчас вкусняшку будет готовить. Тоже купили прикормку. Есть база дунаевская у нас. И ветерок неприятный. Местную водичку для прикормочки. Ох, тут вода-то теплая, ребята. Шикарная вода, прогретая. Карась должен подняться. Ну что, чем будешь угощать? Чем? Все местное. Все местное, да? Дунаев шоколад. Чайка шоколад. Черненькая. И база. Угу. Ну, остатки закинули. То, что было у нас, да. Полбанки бондюэля оставили на насадку. И в целях экономии молодую Финансово. баночку. Слушай, ну это она неплохая. Слушай, я по акции взял 2 банки. По акции тем более. Вот, видишь? Значит, отлично. Карась любит все по акции. Да? Конечно. Ну, отлично. Все. Вот такой состав, друзья. Так. Чуть-чуть утяжелять, конечно, не надо, но чтобы этот задобрить немножко надо. Утяжелять сильно не надо, здесь течения нет особо. Все поливаем. Делаем рассыпчатую. Ну здесь, да, уже мягенькую делаем. Сейчас бы шуруповертик, да? Да, взбудоражить, да, братик? Вот. Дунаев, конечно, красный, это вообще жесть. Еле руки отмывает. Что они туда, что за красители кладут? Ну, что-то тяжеловатое получается. Но она сейчас впитает еще. Да, подсохнет еще немножко. Да. О, красота. Сам бы хоть ел, слышь? А там мы с тобой, кроме монастырского пирожка, ничего не ели. Сегодня, да. Сегодня мы с тобой на сухом. Ну, сейчас она сохнет. Она вот, нормально. Рассыпчатая. Видишь, ты водичку как раз цвет добавил. На глаз все четко. Еще подсохнет, нормально все будет. Да. Вначале... Ну, что-то какая-то бровочка есть. Есть ли она? Сколько здесь? Ну что, промеряемся. Дамир говорит ил. Капитальный ил. Глубина небольшая. У Дамира инлайн оснастка, у меня патерностер. Так, у меня еще клипса стоит, которая с Волги. Надо ее убрать. Погнали. Я у берега хочу встать. Да, ил прям такой жесткий. Ну все, ребята, не знаю. Тут карася ловят на соски. Получается совсем другой. Мужички вот помогли, кстати, открыть машину сейчас. Багажник взломали немножко. Захлопнулась, короче. Нашел 70, у меня еще и закормочная есть. Попробую ей. Ну, в общем, поводочек. И вот крючочек такой. Все. Глубина небольшая. Закормим быстро. Первое, ребята. Я говорю, закормочная кормушка будет тут мелко, так что пойдет. Вот так вот. Так, что мы? Опарыш? Дамир, ты что, опарыша? Да ничего, я опять кормушек кину сейчас. Ага. Опять, потом поводок.
Понял, принял. Я сразу начну лупить. Я начну сразу, ребята. Тут глубина маленькая. Быстро закормимся. Быстренько. Так, этот опарыш будет у меня первый. А тот кукурузка, наверное. Потом на червя перейдем, наверное. Ну что, пойдет? Пойдет. Огонь. Есть контакт. Сразу поклевки, да? Поклевки сразу, ребята. Мелочевочка какая-то. Шишки по машине. Шишки по машине, но. Лисичку обижает мою. Что работает-то? Кукуруза опарыш. По старой схеме, брат. Уже что ли? О, чехонь. Тихонь, любимая еда. Чехонь, братцы. Сразу же. Не отходя от кассы. Опа. Это фирменная рыба Волги. Да. Сегодня я буду жарить рыбу по-любому. Ставить зонтик. Солнышко, да, немножко пригревает. О, поклевочка, ребят. Мелочь, уклейка, наверное. Бьет. Ну, слушай. А не, подлещик. Опачки, иди ко мне, родной. Ляпушка. Засолочка, да? Вообще, засовочка пойдет, братцы. Опа, контакт. Вот он, есть, О, давай сфоткаю. есть, Оттуда. ребята, есть. Первый твой карасик на фидер. Куда мы ездили? Офигеть, красавчик. Ой, давай, чтобы распушился. Давай, чтобы распушился. Оп. Так, портрет сделай. Офигеть. Взял, ребята, на Ну, пучок. поздравляю. Хороший кабан, Кабан. четенько. Еще один вид рыбы. Да, слушай, сегодня жгу прям. Еще один красивый. Это какой? Вот этот сработал? Красный который? Да? Поздравьте меня. Взял карася на фидер. Понятно, что средняя полоса, как бы, это у них вообще рыбалка такая, но для меня это, для севера это... У нас так не половишь. Хороший карась, больше ладохи. Такого жарить. Сегодня, наверное, пожарю, по-любому. Хотя у нас там яйца, колбасу надо доедать. Жарко, блин, все это дело. Ну, короче, сразу чехонь, подлещик, плотва, карась. Не повторяется ничего. Вообще ничего не повторяется, вот, то бишь разнорыбие стоит, и это радует. Это радует. А шортики есть, Андрюх. Шортики это хорошо. Я вообще вон штаны еще не одевал, а на Волге одевал, получается, раз. Под вечер комары. И все. Да. Что, кабанчик? Кабан идет. Да? Не, У тебя поводки толщина. 18. Нормально. Я же жду. А?
Я же сазана жду. Опа. Подлещик. Ляпочка. Ляпочка. Ляпуля. Солить самое то. Опа. Все хорошо, ребят. Ну, туча такая идет. Может, протянет нас, не знаю. Не хотелось бы попадать под дождь. В принципе, палатка, но там дорога плохая, выезжать. Переживаем мы насчет этого. Так-то что, в палатке нам похрену. Посмотрим. Как она, братик, по-волжски? Большая гусерочка начинает. Закрываемся на засов. Ну что, пока дождик, можно и делами позаниматься. Охота рыбачить, прям охота. Можно раскладушечку поставить, столик. Все дела. Сейчас, потому что я чувствую ливанет. Погодка разыгралась. Ё-моё. Да. Но это сейчас быстро пройдет. Это нормально. Дамир там, блин, не знаю, не заходит под зонтом. Ливанова. Ну, есть повод ужин приготовить. Точнее, обед. За первого карася, пойманного на фидер. Да, конечно. Я за это хочу прям вообще. Потому что, блин. В основном будет завтра утром. Как бы сегодня больше отдых. Ну и погода, слушай. Погода чё? Дождь это. У нас комфорт.
Если бы не было комфорта стоять под дождем, это да. А так, как отдыхать можно? С домом. Ну да. Алена Сергеевна, салаты твои для ложка зиме кушаются. Не только в лесу. Ну все, ребят, смотрите. Огонь, погода. Вот туча ушла. Кто сказал, что тут крепануло нас? 15 минут, ну нормально так. Ветер такой был, что вообще повырвало там все. Все, а у нас все сухенько, чистенько. Сейчас как раз и палатка будет подсыхать под вечер. Ладно, идем дальше. Продолжаем. Покушали, перекусили. Идем дальше. Подлещик. Подлещик. Да. О, какой красавец, ребята, летает. О, зверь-машина. Мелочевка какая-то. Мелочушка. Подлец. Вот этот дальний край начал кидать туда. Подлещик. Да, ладошный, правда. Так, все же мы, ребята, пытаем счастье по щуке. Короче, сейчас поменяли немножко тут монтаж. Дорогая у нас густерка. Живец другой. Заводи. Двойничок маленький, конечно. Ну, Других в магазине не было. Ну как-то так. Все, натягивай. Вот. Все, отпускай. Вот она, пошла. Груз поменяли на закидухи. 200 поставили, чтобы не тянуло. И сейчас она там будет сама. О, смотри, смотри, что делает, братан. Все, пошла на свое дело. А вдруг повезет. У меня тут поклевка, ребята. Ох, жесткая. Пока там возимся. Поклевка. Карась, братан. Да, наверное. Заводить. Я туда не спущусь. Так хоть подкинуть я. Да, карась.
Ой, вторая разловилась, слышь? Молодец. Красава. О, хорошенький. Вообще. Ох, смотрите, братцы. Ой, какой. Ой, какой. Ох. Съел мой бутерброд. У нас еще щука, судачок. И сазан, да, братик? Сазан. О, смотрите, друзья. Ну ничего не лапти, а. У нас 2 уже есть на жареху. Круто. Кабанчик. Кабанчик. Отлично. Здорово. Друзья, какие красотки попадаются здесь тоже. Не как на Волге, конечно. Малышки были, но вот размер великолепный тоже. Много подлещика, ребят, мелкого, среднего. Ох ты, сорога какая, смотри. Красавица. Вообще огонь. Смотри какая. Волжская пятнистая, ребят, смотрите. Это нормальные пятна, да, братан? Это не силикер, ничего. Ух. Красота. Ух ты. Ага, карась. Карась, братан. О, куда тащит, смотри. Ну он тоже боец. Да, он прет прям туда. Эту перетягивал, этот взял. Давай, заводи его. Да, сейчас буду поднимать потихоньку. Третий, ребятки. Ух! Профессионал карасевый. Вообще. Мне надо было на Волге родиться, братан, а не на севере. На юге севера, где с рыбалкой плохо. Я бы со своим временем, со своими этими... Блин, смотри, плохо, братан. Он вообще выплевывает махом. Ну, Только успел. Как его? Натяжение чувствует и выплывает. Да. Смотрите, ребят, какие кабаны. И главное, что интересно, берет на паре. Успел, он прям бам-бам, надо вот резко его, хопа. И то он за губеху взял его. Вроде карась, наверное. Сейчас достану, наверное. О, ляпочка. Хороший. Такой уже, ребята, наш пациент. О, зачавкал. Серит, нет? О, серит, братан, слышишь? Да. Дунаевым серит. Смотри, оттуда его не... Этот, как его, не... Дунаевым серит. Поставили рыбку-то, ребята. Быстро. А что, глубина небольшая. Как и сказали. Дамир так и сказал. Поставил махом. А я что-то разогнался в 2 фидера. Бам-бам-бам. И Дамир еще раз замешался. Оттеночка, ребята. В эту же поездку Алена Сергеевна мне дала парочку. А я что-то об траву, да, об траву. Как неправильный фидерист. Раз. И 2. Мамуль, спасибо. Ну что, ребята, разлавливаем, нормально. 3 карася взял. Отлично. Ну вот братик мой поймал. Ох, хорошего потек, да? Да. Тихо. Давай сниму. Да, нормальный карась, добротный. Я не знаю, кто его здесь приучил на опарыша ловить. Да? Я первый раз вижу карася, который ловится на опарыша. На пучок опарыша, карась. Да.
Если мы сейчас еще сазана на опарыше чисто поймаем, это вообще Заводилка будет. опять пришла. Ну, вроде пронесет, ребята. Ужас, блин, ужас, что творится. Ух, капец. Второй раз накрывает. Зараза. Ну там краем обошлись, ребята, вообще мало крови, так что нормально. Там потом вообще там солнце идет. Великолепно. Палатку утягивать надо, да, иначе ее просто вырвет, блин. Зацепил у нас что-то. Тучка прошла, ребята, радуга. И смотрите, какой вообще не облако. Это красота. Мы вот переживали все. Опа. Ну, прекращай нырять. Чихонуть, а не полетчик. Трава, Прекращай нырять. трава сырая, блин. Вообще капец. Подлец мелкий. Ладно, продолжаем. Давай карась. Взял карася. Карася взял. Давай подводи. Вот туда иди. Туда, там шнур висит у меня от этого. Хороший, слышишь? Ага. Вообще хороший. Ага. Давай. Не туда заводишь. Ох ты. Блядь. Видал? Килограмм. Да, вот это хороший был. Килограмм был. Блин. Вот там кабан был. Ё-моё. Ну, что ты так вот. В траве, ребята, немножко черпаем рыбку. О, давай сюда, родной. А что порвешь-то, шнур у тебя? Не, шнур, губы порву ему. А, смотри, все в этом. Шнур-то я не порву. Ты видел, что творится? А нет, есть, брат? Есть, это карась, наверное. Есть. Поклевка была вообще злая. Видел, отдай удочку просто. Да? Да, он. Ой, Ты заводишь не туда. Да. так фидер мешает, я же вижу два. Два работяга у меня. Просто отдай удочку, ребят. Смотрите, после грозы сразу второй карась буквально. Я только перекинул этот, еще второй У меня подлещики пошли, да? не обработал. О, кабанчики. Кабаняры просто. Сейчас вообще не ощущаю. Не надо подсадки. Не надо? Это небольшое. Ну, карася-то надо, брат, взять. Ну, вроде карасик, дергает карась. Сорога, блин. Дорога их. Нет, Нет, не, подлещик. Плоский такой просто. Пацан, сюда иди. Нормал, ну что-то мелковатый, братик. Просто засолочка капитальная. Это история о длинных поводках. Вот длинные поводочки, ребята. Вот. Еще подсак подлиннее. Не надо. Там ляпа. Точить. Точить не будем. Карась? Да. Карась. Давай.
Давай, заходи. Мочкануть. Сюрприз, видишь, ждать в конце. Он такой же. Ну вот, ребята, длинный поводочек. Я просто мастеру, который меня учил фидеру, показываю свои несгоды, насысали, ночевки, когда я сижу один и думаю, почему у меня рыба не клюет. Вот сёкимо в губу, красиво. Ну, я же поводки вот раньше вязал. Ну, Самый первый поводок. отлично, карасямба. 90 поводок. 90 поводок. 90. Плюс Давай посмотрим. плюс-минус отвод, как Дамир говорит. И вот сейчас подлещик. У меня два раскиданные, они, видишь, ребята. Я только плетенки буду делать. Местный сказал, сазана вы не возьмете, так что не уж этот. Делаю 18-ю. Андрюх, при тебе. Вот. Давай, Пойдет? пойдет. Ага, а мне пока некогда. Тащу я. Ох ты, какая сорога. За год, ребятки. Какая красавица. Ну все, друзья, тишина вообще. Так, что-то ты-ты-дык, мелочушка. Вечер, а на Волге как-то непонятно. Обычно вот мы ждем это время. Днем как бы так, занимаешься лагерем, туда-сюда. А вот в это время садишься, вот именно когда вот ветер успокаивается. Ну, это обычно везде. Ветер успокаивается и начинаешь как-то что-то разлавливать. А здесь наоборот, днем клев. А к вечеру нифига. Странно вообще. Вообще разница большая. Вот что-то так вот дернет и все. Ну, нормально мы с вечера потаскали. Днем точнее. Хорошо половили. Всякий подлещик и карась. Самое главное, карась. Ладно, пойду приготовлю. У нас сегодня такой интересный ужин будет. Я скажу, наверное, музыкальный, да, брат? Так что пойду там разогрею, быстренько сделаю, покушаем с Дамиром, а потом будем смотреть уже. Я уже что-то начал подзамерзать. Надевать штаны, колошки. Погнали. Солнышко садится. На ужин сегодня, ребята. Вот оно что. Звениговский. Серега, будешь смотреть, тебе привет большой. Привозить мне такую тушенку. А это сделается вот здесь, именно в этих краях. В Чувашской республике есть специализированный магазин. Свинина с горохом, с луком. Мы взяли с Дамиром пару банок. Ну в целом все. Сейчас мы это разогреем. Хотел рыбу приготовить, но в принципе можно и рыбу. Не знаю. Дамир, что, тушенку будем или рыбу? Горох будем или рыбу? Горох. Горох. Погнали. Вот такая штуковина, ребята. Вот чистое мясо, морковочка, горох. Короче, будем сами закармливаться, ребята. Какие у нас езя хорошо на горох ловят. А здесь будем мы на горох клевать. Ночь будет музыкальная.
Ну все, ребята, что у нас? Такой маленький перекус. Горох с мясом. Ну вот это, ребят, тушеночка. Там помимо всякого вот этого есть, я прям вот не знаю, не реклама, конечно, но она вещь. Тушенка великолепная. Горох вот этот мне очень нравится со свининой. Гречка есть. Там, короче, разные штуки есть. Горох здесь прям великолепный. Во-первых, такой сытный, но и музыкальный. Так что мы сейчас с братиком тут лупанем. Может, подожгем этот кетил? Спиралечку, да? Давай. Барматуха, с одной стороны, ребят, такой взгляд. Вид такой непристойный, но вкусно, зараза, да, брат? Да. Тема нормальная вообще. Она сытная, во-первых. Хапануть гарнира как будто не надо. И ценник такой вообще пойдет. И реально мясо есть. Мясо есть. Мы с Дамиром захотели, прям просто реально взяли, увидели и захотели, да? У нас запланирован ужин. Горох. Каша гороховая, она долго варится. Вот. А тут прям хаваем. Так что По-таежному. Да, по-таежному. Так, стол, надеюсь, не промахну. Давай. По-таежному. Опа, есть. Это, конечно, я же этот насадочный столик для меня. Не наливной. Ну, не обеденный. О, Чайковского, хорошо. По Волге, ребят, понял так, что хорошо клюет на кукурузу, но подсадка все равно опарыша нужна. Так как кукуруза бывает слетает, бывает ее первую поклевку сбивают рыба. И потом, чтобы не перепроверять, опарыш все равно делает свои вещи. Бывает, что на него потом добивает поклевка. Делаю такой веер небольшой и закрываю кукурузиной. Вот так. Жало даже пропускаю. Получается вот так вот. В целом вот и карась, и лещ, и сорога. Ну, сорогу я вообще начал ловить потом на 2 кукурузины. Ну и чехонь получается все вот, что пока у нас получалось ловить, я пробовал. Мясо, конечно, не использовал. А зря. Есть же сомики. Тот же сазан. Ну, короче, ребята, не знаю. Сейчас вечерку посидим, посмотрим. Ну, я говорю, это как-то ненатурально, что ли. Вот приехать на рыбалку и вечер, да, зорька. Все же после работы рвутся на вечерку. А здесь днем клюет. Что вот 2 дня я там сидел на Волге, что здесь. Приехали, сразу поклевки погнали, раздачи. А вечером тишина, это как-то вообще не серьезно. Мне кажется, даже до каждой реки это непонятно. Есть поклевочка, перезаброс, вот поклевочка. Ну, мелочь, вот она тряханула. Все. Это не та рыба, которую мы ловим, получается, это даже мелочь какая-то. Хотя, смотрите, вечерок какой-то. Ух, прям песня. Шикарно. Так, братик карасика дернул. О, хороший, слушай. О, добряк. О, вообще, слушай, в туннеле. Ух, Доставай этот. Как его? ёпмук. А для поклевка-то одна была, не было. Да? Да, ты же видел, я ж в туалет зашел. Ну, какой красавец. Ну-ка, закровил-то. Ну, по жабрам дал. Есть. О, ребят, смотрите какой. Так, вечерний. Блин, да какой наевшийся, а. Есть каша?
Классно. Значит, ходит по нашей каше, да? Да, кушает, гуляет. Длинный поводок, Андрей. Длинный, да? Работает. Структура. Так, Думал, я фидер задел, перешагивать начал. да? И потом смотрю, такой удар. Ну что, братцы, большой привет с Татарстана. Я в Татарстане, друзья. Это реально Татарстан. Никогда не думал, что вообще буду рыбачить в этих краях. Ну все, ночка темная. Ночью здесь потемнее, конечно, чем у нас. Дамир пошел спать, отдыхать. Не клюет. Блин, так днем хорошо поклевал, правда погоды не было. А сейчас вот успокоилась. Комар зато вылез. Я не знаю, ребят, я по наглюжному в шортах. Для меня тут не особо комар прям так. Ну жужжит и жужжит. У нас просто жужжит, если так жужжит вообще капитально. Перестал клевать. Дамир снялся, пошел спать. Ну на, посижу, может, часик-два. Если нет, то пойду тоже отдыхать и лучше по утрянке встанем пораньше и возможно. Хотя карась должен клевать ночью, вот охота половить прям карася. Все уже. Не знаю. Посмотрим, как будет. Что, братцы, доброе утро. 4 утра. Дамир встал в 2. Сейчас сходил к нему, получается. 4 подлещика, 2 карася. Я сейчас проверяю свои фидеры. У меня на обоих 2 карася, ребята. Нормально. Возня идет. В общем, пью кофе и в бой. В бой. За вас. Ништяк. Карась, наверное. Кормушку до последнего держит. Ну. Не хочет выходить. Я вообще поражаюсь, конечно, этому событию. Карась на опарыш. Карась клюет вообще исключительно на опарыша. Даже сейчас игнорирует кукурузу. Просто ест опарыша и все. Я вот где карася не встречал, ну, он не брезгует червем никогда. Да, братан, года идут, меняется все. Что, друзья, утренние забросы. Правда, солнышко прям в лицо.
Не видно нифига. Что ты так долго? Взял, да, карась. Он как давит. Смотри, как давит туда. Еще топер в кусты. Куда в кусты, брат? В кусты нам не надо. Причал. Причал. Да. Причал. Опа. Ай, красавцы. Красавчик. Красавцы, ребята. Ну какие кабанчики. Так. Утрешние. Погнали. Куда там пошел? Ну, выдает, да? Удает, красавец. Ну, добряк. Такой он хитрый вообще. Слабину дал, натяг стоит, не берет. А. Слабину дал, этот как его. Вообще выходить не хочет, слышь? Но я и говорю. Крупненький походу. Крупненький. Не? Или стандартный? Не, хорошенький. Куда пошел? Вот сюда иди. Вот такой стандарт, но. Стандартненький. Но просто более резвый походу. Да, такой. Ну, нормально. Время 6 утра. У нас завтрак. Решили чай с бутербродами попить. В общем, поклевывает, но хитрый вообще. Вчера поактивнее как будто был. Сегодня видно, что карась, но как-то он, блин, по-своему. Замешали мы остатки прикормки. В общем, добиваем. И к обеду у нас дождь. А дорога там глинистая, выезжать, то надо, чтобы было все красиво. Без всяких лишних тракторов и так далее. Так что у нас еще утряночка. Ну, посмотрим. Как-то ну так. Ну, рыбки поймали, ребят, достойно уже там. По-любому там ведерко карася. Карась вот такой обалденный. Ладно, что, мы пока по колбасе ударяем. Дамиру предлагаю карася пожарить. Он говорит, ты что, говорит. Короче, или рыбу ловить, или рыбу жарить. Так что будем ловить. Дамир, взял что-то? А? Ты взял? Да. Я мимо. Сейчас отдануть? Сейчас, секунду. Что там у тебя? О, хороший какой. Давайте сюда, братик. Овочки. Дома. Хороший ковач. Да? Угу. Такой, блин, грамм 500, наверное. Кукурузку поставил. Плотва, наверное, должна быть. Нет. Вот подлещик подошел, да? Угу. Ну, он прям в этот шахту, блин. Как-то они меняются. Да. Меняется, но. Плотва. Плотва хорошая, но.
Лебеди. Круто. Красавцы два пошли. Один раз мы Зацепил, ребята. Подлец. Подлец, карась ушел, все. Будем собираться, наверное. Миссия сегодня выполнена, мы за карасем сюда ехали. А карася поймали? Поймали. А подлещик нам не интересует. Так что нормально. дорога, что ли? Сорога, да. Смотри какая Нормальная. ласточка. О, какая добротная. Что-то не поделили, да, хлопцы? Все, друзья, 11 час, мы собираемся. Палатку убрали, уже все стаскали к машине. В общем, что, посмотрим, что получилось у нас. Лов, я думаю, достойный. Карася поймали, в целом огонь. Слушай, ведро, да. Ну, ведро 10-литровое, полное. Вот, ребята, карасики наши. О, какие замечательные. Так что было понятно, наглядно, сколько примерно. Потому что мы говорим грамм 400-500. Вот, допустим, взять карася. $315. Живой. Карась, конечно, живучая рыба. $425. Ну вот такие, ребята, карасики. Добротные, под пятихатку. Пару карасей и считай килограмм. А общий вес у нас получился, ну, ведро там плюс-минус. $8 килограмм. Ну, 7700 минус ведро 7,5. Норма. Норма, ребята. Отлично. Ну все, ребята, порядок. Полянку мы с Дамиром почистили. Все, вот так должно, ребята, оставляться. У нас целый пакет мусора и еще чужого мусора. Татарстану спасибо. Татарстану спасибо. Гостеприимство. Мы уезжаем с Татарстана, возвращаемся обратно. И получается сегодня, ребята, Волга. Получается, сейчас закупаюсь, и Дамир меня закидывает. Дамир занимается делами и приезжает утром. Так что с корабля на бал. Классная рыбалка, да? По карасю. В целом-то нормально, да? Главное тебе, чтобы нравилось. Я-то это мои места. Я здесь рыбачил. В общем, вот такая протока, ребят. Ну, это река. Секерка, да, в целом. Получается,
весовая бровка спасла от ветра, и здесь можно круто отдыхать, рыбачить, ловить карася. Карась зачетный. Вторая рыбалка, ребята, я имею в виду то, что новая рыба. Это для меня очень круто, как откладывается все новое и новое в моей жизни. Все, ребят, спасибо за просмотр. Продолжаем двигаться. Погнали. А вот и сазанчик, ребята, которого хотели поймать. Такой, слушай, килограмм пятерка бы, наверное, была. Пятерку, чуть больше, ты что? Вон еще один. Примыло что-то. Решили, ребят, специально место посмотреть. Гора такая здесь. Больше половины даже не видать ее. Вот она все туда идет. По бережку тут пришли. Красота. Из чего она состоит просто? Вот злодюка, а. Желтые, видишь, пятна? Если бы черная полностью была бы, гадюка. Ага. Грелся, бедолага, Немножко погрелся, но. на камнях. А я чуть не наступил на него, понял? Ну, я понял. Аккуратно. А он что-то битый какой-то. Но у него да? что-то хвоста нету, но Ага. что-то он уже свое хапнул, понял? Уже где-то может кто-то наступил. Ладненько, пускай отдыхает. Лебеди, ребята. Плохо видно, наверное, но очень много их здесь. Вон они. Там, смотри, там, да? Видишь, они все парами. Тут как будто парочка, там парочка. Да, кормятся, достают, походу, доила. Но он расфуфылся, смотри, расфуфырился. Целая стая. А еще есть черные лебеди. А еще говорят, то, что одного... Они же всю жизнь живут, как люди, парой. Да. И Второй либо умирает. да, тот разбивается сам. Ну что, ребята, всем привет. Получается 5-е сутки, как я нахожусь на Волге, Республика Чувашия. Мы буквально только что, ребят, приехали с Татарстана. Вот так отловились по карасю. Наверное, вы уже это видели. И я сразу же, ребята, поехал. Не заезжали домой к Дамиру. Заехал в магазин, закупил прикормку, наживку, опарыш, поесть. Ну, короче, в общем, закупился, и Дамир меня забросил на новое место. Хотя предлагал поспать, отдохнуть и завтра вместе поехать. Ну, короче, ребят, не хочу терять времени, так как планировал примерно недельку побывать здесь. И, в общем, ну, я могу и в палатке на берегу, ребят, поспать. Там 3-4 часика, мне этого достаточно. Короче, ребят, скинулся. Весь мурдяк, все, что есть, как бы, все, что нужно, я скинул. Закупил продукты, прикормку. Взял пару карасей, которые мы поймали буквально вот сегодня. Это будет ужин у меня сегодня, вечерний. Так, охота покушать свежую рыбку, тем более карася. Карась жареный, очень вкусный. Ну и в оконце, ребята, местечко Волга. Опять стою на острове, точнее остров впереди. Ну, как обычно, в таких местах очень много рыбака. Это вот мужики рыбачат на кольца, на яйца. Вот лодка, там лодка. Спереди лодка. В общем, ребята ловят. Вот здесь, ребята, место. Дамир сказал, что дальняя бровка должна давать леща. Вот именно леща.
Так что будем посмотреть. На сегодняшнюю сутки это мой дом, это моя дислокация, это мое жилище, мое место. Как обычно, ребята, грязно, очень много грязи. Вот именно вот таких вещей, фантиков, бантиков. Ну, это мы соберем, приберем бутылки, так как место популярно и дорога вдоль идет. Можно заезжать прям очень далеко. Мы сейчас, кстати, ездили в одно место. Но там обрыв сильный, мне не понравилось. Но там можно было половить сазана. Там, по крайней мере, он попадается чуть ниже. Ну, там, во-первых, такой поворот. А лес очень далеко идет и сильный ветродуй. А здесь, ребята, вот в этом пятаке мне будет совсем шикарно. Прямо вот здесь я установлю палатку. Рыбалка будет там. Будет 2 фидера. Закидушки так я не ставлю. В общем, чисто по фидеру. Рыбалка отрывается по фидеру. Все очень мне нравится. Классно. Классно порыбачили сегодня карася на фидер. До этого ловил плотву. Сегодня попробуем поймать леща. Все, братцы, давайте. Сейчас, наверное, быстро вставлю палатку. Заношу все вещи, так как затянуло. Возможно, будет дождь. И начнем. Все, приятного просмотра. Ну все, ребята, дела сделаны. Такая подготовка, все равно она много занимает времени. Я не скажу, что я какой-то профессионал по фидеру. Все знают, ребята, меня, кто давно смотрит, то, что я начал заниматься этим в прошлом году. Даже неплохо стало получаться. И трофейный лещ именно на фидер 2,555 я брал у себя дома. Ну, в общем, рыбалка-путешествие, она так и продолжается. Конечно, немножко уже не тот азарт, потому что я только с рыбалки, это раз. Плюс особо так все в попыхах, переезды, сборы, палатку ставим, уезжаем, потом опять ставим, собираем, уезжаем. Плюс сегодня я, поспал, конечно, ночку немножко, но все равно, как бы, не тот отдых, не тот режим. Плюс жарко, душно. Зато позагорал. Давайте, ребят, покажу, что как получилось. Установил я свою палатку. Как бы уже все, уже спокойно. Здесь уже и готовить, и поспать, и дождь, не дождь, все нормально. Вторую дверь открыл, накинул
москитку, как бы тут есть такое дело. Отдельная дверь москиточная, что продувало, потому что, ну, палатка двухслойная, солнце попадает, жарко. Фонарик кинул сразу, кинул раскладушечку, спальник приготовил, надувную подушку, серый, спасибо. Здесь у меня, как обычно, вещи теплые, там запасные гаджеты, дождевик на всякий случай. И так раскидался, ребята, потому что место очень море в этой палатке. Как бы здесь у меня продукты, запас воды набрали, так как в Волге вода очень плохая, не пьют ее. Тут продукты, кухня, газ, на котором я готовлю. Вот столик, ребята, поставил. Сразу тут у меня пауэрбанк, заряжаюсь. Телефоны, зарядки. Кукурузка. Ну, в общем, все. Короче, тут один тут как сирота. Ну так, это еще, конечно, я здесь поставлю столик. Потом будем готовить кушать. Вечер карася будем жарить. В конце утянулся. Тяжело очень, ребята. Здесь камни, получается. И колышки вообще еле-еле входят. Я их забивал прям топором. И то не везде. Так как ветрено. Сильный ветер. На Волге он, наверное, всегда получается, мне кажется. И чтобы палатка стояла, надо ее утягивать. И прям одному тяжеловато, потому что и ветер тащит ее. Ну а в целом местечко лова тоже немножко обустроил. Получается, вот на таком месте буду сидеть. Садочек установил, хотя это неправильно, с подсаком. Я придерживаюсь до первой рыбки не доставать вот эти вещи. Но опять же, это мелочи жизни, так как не брать с собой рыбу на рыбалку. Все, ребята, выставился. Вот где-то вот как-то так я буду здесь кайфовать. Маленький столик. Сейчас наживочку, прикормочку. У Дамира стул взял. Ну и в общем вот два фидера у меня, на которых буду сегодня рыбачить. Вот на этой точке. Здесь каменная бровка. Вот смотрю, одна лодка снялась. Походу не клюет. Ну, мужичок вот рядом сидит, еще ловит на кольцо. В общем, дальняя дистанция, ближняя дистанция. Так как этот посередине фидер пожестче, я могу прям его лупануть. Ну, более-менее как достаточно. А этот, ну, пробовал, ну, метров 50, ребята, 60 я могу закинуть, больше никак. В общем, все, друзья. Вот так получилось. Конечно, это не быстро, по видео все это понятно, но а так в целом это все равно какое-то время. Время 2 часа. Прошлую рыбалку у нас вечер, ночь, утро вообще ничего не давало. И я застал день и на следующий день, потому что ждал Дамира. И вот как раз днем ловил хорошую сорогу здесь. Но опять же, как встанешь. И Дамир как говорит, то, что вот разница по этому берегу вообще колоссальная. Вот здесь может в прогале человек сидеть, не ловить вообще ничего, а здесь может он хорошенько, нормально ловить рыбу. У меня сегодня такой, ребята, более разгрузочный день. Я как бы не упираюсь в рыбу, а больше как бы для себя буду отдыхать, восстанавливать силы, кушать и высыпаться. Потому что впереди не знаю еще какая рыбалка будет. Хотели и на резинку сгонять, рыбалка на резинку. На кольцо, конечно, бы было интересно, но у нас нет лодки. И у Дамира нет знакомых уже здесь, которые на лодках стоят. И в общем, ну я как бы сюда ехал чисто по фидеру. Даже закидушки вот эти, ну они здесь не подходят, потому что ну надо бегать, а по фидеру надо сидеть. Все, давайте закормимся. Найдем бровку, приготовим прикормку, наживку и так далее. Так, друзья, по прикормке. По прикормке у нас тут остатки с карасевой рыбалки. Здесь у нас база, Дунаев и что-то было, не помню. Но я сейчас заехал, закупился еще на выход, на пару, наверное, даже выходов. Брал шоколад, сейчас хочу попробовать совсем другое. Так, погнали. Фидер карамель, чайка, рыболов.
В принципе, дешевая прикормка. Карамели. Вот я хотел попробовать немножко что-то посладжить. И взял Дунаева, лещ, карп, плотва. Классика. Пару пачек. Кормим очень много. И на прикормку денег, конечно, тоже много. Я потому что не привез свою. Банка кукурузы по акции я брал. На насадку я беру Бондюэль. Хоть и дорогая, но она очень хорошая. Тут у нас меласка осталась. Баночка. И опять же я взял меласку. Вот такую баночку побольше. И взял опарыша. Опарыш хороший здесь, конечно, мне очень понравился. Такой крупный. Тут у меня остатки. И вот так я пару банок сразу усыпаю для рыбалки. Остальное в холодильник. Вот такой он. Здесь он как бы в перемешку. Ну, красного не особо много, но попадается. Так, ну что, меласка у нас есть. Давайте, ребят, попробуем, наверное, залубеним фидер карамель. Пачку я, кстати, купил пшено по старинке, чтобы вот не тратиться на прикормку пшено, как на базу делать на пшено. Но еще остатки есть, а вечером сварю, когда горелку поставлю, сварю. Вот она такая черная. Так, меласку. Уже немного. Ну, здесь надо утяжелять, ребята, потому что глубина будет большая, чтобы кормушка падала с прикормом прямо на дно, а не растворилась в толще. Надо ее тяжелить полностью. И, соответственно, кукурузки. Да. Так, если посмотреть, ребята, что тратится на прикорм, да, то по деньгам тут прям много. Ну, я знаю, спортсмены тратят вообще кучу денег. И, соответственно, не для того, чтобы накормить семью, а просто порыбачить. Так что здесь все в порядке. Рыбалка на фидере, она, да, немножко затратная. Но она очень интересная. И она мне стала очень сильно нравиться. Так, ну здесь прикормочка у нас. Все, замешиваемся, друзья. Это в мусорку. Вот такую более глинистую сделаю, чтоб нормально. Конечно, кукурузу бы желательно перемолоть, вот эту всю. Ну и опять же, я говорю, по цене, вот я тут еще не добавляю мотыля, допустим, да, или опарыша, живую фракцию. Так что это, ребята, бюджетная прикормка получается. Так, ну что, поводки я еще не вязал, но уже паттерносер у меня и карабины уже застегнуты. Обычный паттерностер. Бывает даже, ребят, местами, когда я часто рыбачу, ну просто не убираю этот монтаж. Выматываю и все. Потом смотрю уже, когда шнур начинает плестись, то уже новый монтаж. Я только на один монтаж. Вчера были с Дамиром. Он и онлайн сделал там, инлайн или как-то так называется. И на волос там он делал. Короче, он там выдумывал. В оконцове вчера работал. Длинный поводок тупо. И опарыш с кукурузой на червя. Так, обязательно смотрим, ребята, за клипсу. Так как можно дернуть. Оторвать все. Так, это старая клипса. В любом случае я ее убираю, выматываю. Потому что дистанция будет намного дальше.
Немножко какие-то навыки, позывы для себя. Понятно, что река совсем другая. И, допустим, с откуда я приехал, я мог этим фидером перекинуть речку. Но вот здесь этот фидер короткий, 3-метровый. Он очень маленький. Здесь надо 4 метра. А то и больше. 4,20. Полетели. Этот у меня такой более дальний, жесткий. Это будет дальняя бровка. Этот будет ближний, скорее всего. Еще одна, ребята, клипса. Какую-то клипсу еще нашел. Глубина просто бешеная. Вот только упал, получается, у меня фидер. Сейчас попробуем что-нибудь найти. Такое ровно одно. Камешки. Конечно, профессионалы меня засмеют, но я, в общем, ребят, показываю просто свое нахождение здесь и чем я занимаюсь вообще. Вот что-то какой-то подъем пошел. Короче, ребят, сейчас буду заниматься, а потом покажу. Определился с глубиной, с дистанцией. Вяжу поводочки. Крючки, ребят, постоянно делаю новые. Вот у меня такая манера. Мне как научили, я вот стараюсь так же. Понятно, что крючок 10 рублей, да, плюс-минус. Ну, перед каждым монтажом я делаю новый поводок, новый крючок. Вне зависимости. Во-первых, он очень острый. Удобно работать на опарыше. Ну, и как бы это новое. Делаю 70-80 сантиметров плюс-минус. Потому что длинный поводок здесь работает. Петля в петлю и полетели. Делаю 2 оборота, потому что первый может затянуться вот так вот. Лишнее обрезаем, чтобы не мешало при вымотке, потому что будет все путаться. Классные, кстати, эти ножницы, ребята. Лиса мне подарила. Так, ну все, друзья, наконец-то готово. Гуляю момент. Небольшие тонкости. Кто-то это не делает, конечно, чисто по кончику рыбачит. Но бывает, это помогает. Так что я делаю. Вот так вот. Палка касается и уже понимаешь, что что-то, какое-то шевеление. Какого-то закорма, ребят, я не делал. Ну, можно, конечно, естественно, но много буду кидать все равно. И в целом, как бы, вообще нужды нету. Потому что 2 фидера, я запластаю быстро все это дело. Точку поставлю. Ну, точка глубокая, так что будем ожидать поклевки леща. Потому что сегодня вот хочу поймать леща вот капитально. Не знаю. Здесь на Волге как-то все по-интересному. И главное вечер, утро, вот, да, вот трянки, вечерние зорьки, утренние, ночь. Когда я у себя на севере ловлю рыбу, жду эту ночь и не сплю, рыбачу. А здесь рыба живет как человек. Она, короче, может давать поспать и наклюет днем хорошо. И спокойно можно приехать с ребенком, вот реально, и не ждать там какой-то ночи, а вот нормально ловить днем. Выглянуло солнышко. Это радует, что туча ушла. Значит, буду спокойно сидеть кайфовать. Отлично. Все, ребята. Стоят красавцы. Будем ожидать поклевочки. Вышло солнышко, и как раз там жарко очень стало. Кстати, вот, ребят, смотрите, вот берите, например, кто начинающий фидерист. Вот такой стул с регулируемыми ножками, которые они, ну, телескопические. И при пологом береге, вот, допустим, да, как здесь ступенька, да и простой стульчик не поставишь. А здесь как раз вот именно, что можно задние ножки утянуть, а передние добавить и выровняться по дистанции, по площадке получается. Очень удобно.
Первенький, ребята. Не крупный. Ляпочка. Почищу, ребята, карася, которого взял двух штук. Он такой карасик. Взял таких самых некрупных. На ужин чисто. Пожарю сегодня, покушаю. Надо же волжской рыбки покушать, правильно? Тем более карася. Стою, как обычно, опарыш кукуруза. Тут вот опять жебровочка, надо поднимать повыше, чтобы завалить сюда рыбку на меляк. Так как берега нету, вода очень большая даже здесь. И в целом вот такая густерка, ребята. Подлещик. Вот черпанул, ребята, с Волги воды, чтобы мыть руки после поимки рыбки или там после прикормки. И вот смотрите, какая мелочь, какая-то букаха плавает вот на такой объем водички. Ну, мне кажется, такую воду пить никто не захочет. Так что вот смотрите, какие всякие существа маленькие плавают. Их, в принципе, даже не увидишь в кружке, но вот на белой канистре их видно хорошо. Так что лучше воду с собой брать. Что мы это и сделали. Если честно, ребята, очень хочу есть, так как мы сегодня уже давным-давно кушали чай с бутербродом и хочу покушать. Все, ребят, мои карасики. Вот так. Что, подсолим немножко. У меня есть вкусная специя, кстати, к рыбе. Это кавказские специи. Они такие вкусненькие. Вот. Сейчас мы карася прям вот втерем. Так и сделаем. Карася 1000 лет не ел вообще. Всякие соли, специи ложу, вот, ребят, вот в таких бутылках от молока. Ну, в походах стеклянная банка, она все лопается, пластмасска лопается, а это вот она мягкая. В рюкзаках там где-то мнется, то ничего страшного нету. Внутри, соответственно, тоже надо было изначально, наверное, замариновать, а потом уже заниматься делами. Травушки, они в масле закипят, вкус дадут свой.
Немножко внутри тоже просолим. Рыбаки уехали, ребят. Все, я тут один остался в этой местности. Так что все, вечер наш. Посмотрим, что как получится. Все, пускай карась отдыхает. Такая поклевка сейчас была, ребята. Не добежал, блин. Ну ладно, что. Кушать готовим. Тоже надо кушать. На маслице пожарим. Ну, как обычно, друзья, буду делать муки. И в пакете. Немножко муки. Так, во-первых, эконом. Во-вторых, это чисто. Я даже дома так делаю. Все. Берем карася, тушку. И давай, тряси, гуляй. Наша молодость. Все. Карась, ребята, номер 1. Огонь убавляем. Сковородка прогрелась. Карась номер 2. Перцы пошли, ребята. Запах крутой. Реально крутой. Ребята, ужин-то вообще великолепный. Так, вилочка. Вилочка. Караси такие добротные. По 400 грамм. Короче, ребят, зажариваю прям капитально. Хочу, чтобы получилось очень вкусно. Вот оно в специях, ребят, жарится. И вот все это мяско по красоте. Сегодня вместо хлеба заехал, вот такую булки купил. Булка должна быть интересная. С сыром. Ну, как обычно, сыра нету. Все, ребята. Карасик готов. Вот так вот клево, говорит. Вот так нормально. В общем, ребята, у меня вот сегодня такой ужин. Сиротский. А что нужно еще до счастья, ребята? Семья бы еще рядом боком была. Раскучился я. Бродяга. Выпью, ребята, коньяка за вас, за семью. Чтобы было все хорошо. Крепкие дети были. Всегда было что покушать на столе. Что еще сказать? Что, эту рюмочку, ребята, за вас выпил. Чтобы было все четко, все дома хорошо. И вот берите, ребят, палатку, берите машину, грузите семью и едьте куда-нибудь. Просто куда-нибудь. Пробили по карте, у местных по-любому можно переспросить.
Я посмотрел здесь, что вот по Волге двигаются прямо на простых машинах, никаких там не внедорожниках, как у нас там в тайге, ну, не пробраться никуда. Здесь просто вот на легковой машине можно добраться, поставить палатку, рыбачить и отдыхать. Прокатиться по другим городам и для себя так немножко отложить. Так что, ребят, давайте будем за семью, за близких, за родных, за друзей. Вместо хлеба булка с сыром, которая должна быть. Но там сыра нету, как обычно. Ну и сам карась, ребята. Это же карась. Мы его не часто едим, хотя я знаю, вот в средней полосе его, ну, это рыба естественная. Костлявый, но когда так делаешь надрезы, мелкие кости пропадают, когда в масле его пропариваешь вот так в большом количестве. Ну, я специи добавляю немножко. Карась такой своеобразный, он любит дно, кину. А здесь вот так можно кушать, ребята, его. Вот эти надрезики, они поднялись. И можно кушать, братцы. Что по вечеру? Солнышко спадет. Я сегодня загорал. Постоим по фидеру до темна, наверное. Спокойно лезем спать. А завтра с утра пораньше встанем и будем рыбачить. На связи, братцы. Карасик, ребята, залетел прям великолепно. Разобрал его полностью. У меня еще большой карась. Так что на вечер нормально покушать. Ладно, что, пойдем пидором побалуемся. Поклевки идут, поклевки есть. Мелочь, конечно. Одна поклевка хорошая была. Бу-бу-бу-бу-бум. Пойдем покормим. Подо мной, ребят, пятнашка. 15 метров, чтобы понимали. Я вообще в шоке. Такие глубины вообще у нас на Сысоле никогда не было и не будет. У нас самая максимальная глубина, наверное, это 8 метров. Которую я знаю. Ну, плюс-минус 10. И то по большой воде. Летом такой глубины не будет. Здесь пятнашка. Пятнашка, ребят, просто по фидеру. И это очень жестко. Поклевка доносится очень тяжело. Потому что большая глубина, вообще течение, сопротивление небольшое. Но все же... Ляпку таскаем. И дай бог подлещика будем ночью ловить. Очередная ляпка, мне кажется, села. У меня уже за 2 дня, за 3 дня фидера рука болит. Вот. Густерочка небольшая. Надо ждать леща, надо ждать ночь. Положи, братан, трубку. Сейчас перезвоню. Ух ты, ребята. Так, ребятки, что-то взял. О, уже пойдет, уже пойдет. Уже пойдет, он сюда иди, родной. Опа. Уже пойдет, братцы. Подлещок-то. Подлещок-то хорош.
Такой он тут интересный, красивый. Ближняя бровка работает. Немного покрупнее пошел. На мелкой бровке, ребята. На малой бровке. Браться. Опа. Дальняя бровочка. Дальняя бровочка, ребята. Подлещик. Ну да. Ну крупный, ребята. Крупный подлещик. Такой нормальный. Стоять. Оторвал, блин. Стоять. Стой. Стой там, не беги. Опа. Оторвал, наверное. Все, мне там. Полетели. Глубина просто, ребята, чумачайшая. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жесть. Просто жесть. Жесть. Ну что ты не крутишь? Ну что, ребята, пошла массовка. Вот такие кусочки. Они работают, ребята, только вот так вот вечером. Ух ты! Это что такое? Что за чудо? Это не подлещик вроде. Ух ты, это, ребята, это этот. Это волжская гусера, здоровая. Ух. Красота. Смотрите, сколько. Стрижи вроде, да? Вообще много их стало. Ну вот что. Вышел подлещик. Он такой хороший. Нормальный в опотеке. Не лещ, это не лещ. Это такой подлещик. Поклевки нормально идут. В течение 15-20 минут поклевка есть. Много слил, конечно, тоже. Тут бровка, блин, капитальная. И когда поднимаю и сливаю. Ну, чтобы вы понимали, ребята, я не каждую поклевку снимаю, прям выдергиваю. Так как берегу пленку. Так она уже в поездке. У меня флешка небольшая. Плюс там пару запасных маленьких, но в целом все равно берегу. Все, ребята, закатик. Смотрите, какая красота. Ровная полоса. Чистого неба и такого непонятного. И ветер успокоился. Классно, хорошо. В общем, кормим, перезакидываем. А вдруг лещ?
Что-то где там, блин? Не пойму. Что-то. Заезжай. Заезжай, брат. Пока вымотаешь, с ума сойдешь. Ну как хорошо. Хапнул. Доброе утро, ребята. Встал в 4 утра, туда-сюда. Утро, правда, начинается не с кофе, так как вчера газ закончился, большой баллон, а маленький я не брал. Так что сегодня без кофе пока. Естественно, костер не буду делать, но так, перебьемся. В общем, утром встал, по 5 кормушек забросил, вот дальняя бровка начала работать. Также попадается не мелкий лещ, ну, который не такой ладошный, а ну такой. И не крупный, не мелкий, короче. На Волге тихо, ребята, очень тихо. Смотрите, они вообще ни волны, ничего, ни ветра. Ночью приехали соседи, там встали чуть выше. Рыбаки, короче, мигрируют вот так постоянно. Так что вот. Пасмурно. Я зато выспался хорошо, вообще поспал. Отдохнул замечательно. Потому что надо было уже немножко отдохнуть. И отлично. Все, рубалим. Посмотрим, что утром. Ребята, вода очень сильно упала. Опять сбросили воду. Соответственно, здесь Волга живет тоже по своим правилам, законам. Не знаю, говорил, ребята, я не говорил, то что фига кукурузе, смотрите, ребята. Какая-то это присосалась. Ладно, что-то дай, иди кушай. Не жалко нам. А здесь ГЭС стоит, получается, и скидывают воду. Вода прибывает, падает. Вот так вот она гуляет. И появляется течение, или вообще его не перестает быть. Ну, рыбка клюет, когда течение, конечно, присутствует. О, ребята, это уже наш пациент. Но с глубины, конечно, идет, прям не пойму. Тут бровку надо поднимать. Уж. О, давит, ребята. Прям давит. Блин, что такое? От бровки отрывается. Хороший лещ был. Оторвался, блин. Вроде уже нормально вываживаю. Фрикциончик. Ё-моё. Обидно. Хороший был, да, хороший. Жириха, ребята, лупят. Малька давят. Прям там под кустами. Вон, опять. Аж выпрыгивает, man. Вот спиннинг не взял, конечно. Почему-то по утру они постоянно вот так здесь. По берегу.
Пассажник жалеюсь. Меня жалели. Забагрил его сюда. С глубины поднимается. Аж не живой. Сходят, плохо берут. Погодка испортилась. Пошел дождь. Зашел в палатку. Ну, в общем, что, поклевывает, ребята, поклевывает. Поклевки, конечно, не частые, но поклевывает. Слил хорошего леща по ходу. Подался прям хорошо. А так, в общем, подлещики. Ну, туча такая шла, видно было, и пришла все-таки накрыла. Ветра нету вообще. Лишь бы ненадолго все это дело. Короче, ладно. Зашел в палатку, поваляюсь тогда, отдохну. Все равно высыпаться надо. Давит. Плотва. Какая козырная. Я думал, там, блин, лещ. Там плотвень-то какая, ребята. Смотрите. Ух, вот это мама. Заглот еще. Что, ребята, добрый день. 11 дня. Дождь закончился с 8 до пол-11 я был в палатке, грубо говоря. Ну и поспал. Кимарнул, поспал. Дождь закончился, вот сел сейчас на фидер. 5 раз перезабросил, поклевок не было. Вот в целом сейчас 2 поклевки подряд. Плотва здоровая. Такая грамм 300, наверное. Больше. Вообще жесть. Идет с глубины. Я думал, там, блин, подлещик такой неплохой. А тут сорога. Она такая тоже дает жару. И сейчас поклевка была хорошая. Вообще лещевая поклевка. Почему-то не всек. Но это ладно, полбеды. Все равно жду вечера. Днем особо леща ждать, мне кажется, нет смысла. Хотя на Волге днем клюет. Ну, ребята, там все затянуто и гремит. Я боюсь, что зальет нас. Ну, еще один момент, что Дамир, возможно, потом не проедет. Так как дорога глинистая, и когда сухая, она хорошая, а вот чуть-чуть немножко ее помокрить, и все, просто каток начинается. В общем, как-то так, друзья. Перекусил там немножко, хлебушек, салатик там съел. Ну, короче, вот так, на лайте. И закончился газ, кстати, большой баллон. Блин, ни кофе, ни чай, ничего такого не сварить. Хотя можно костер сделать, но тут с дровами беда, ребята. Здесь просто кусты. Вообще дров нет. Сырые кусты, которые гореть не будут явно. Так что Дамиру маякнул, сказал, что взял баллончики вот эти. Если что, вечером попьем. Приехал Дамир, привез провизию и газ. Самое главное, что газик сейчас у нас есть.
закончился. Где-то я не закрыл, ребят. Спустил, мне кажется. Сейчас варим пшена. На прикормку. Котелок небольшой, правда. Пачки хватит. О, отлично. Помогай. Уплотнилась. Разбухла она. Активная вечерочка будет у нас. Да? По кашке ударим сегодня. Надо собрать рыбу. Все это помою. Все, Дунаев. Ну, другой цвет. Вчера вертолет пролетел прямо надо мной, я чуть не обосрался. Прям вообще вот тут метров 20 высотой. Да? Красный. Так, ребятки, у нас глубина большая, так что прикормку делаем тяжелой. И нам собрать и рыбу, Котелок. и красить не надо. Сдобрим Ну, сегодня пшено у нас. шоколадным Дунаевым сразу. Сейчас посмотрим, одну замешаем сперва. Кормим. Ну и крупную фракцию. Горячая, да? Сейчас я что люблю пшено горячее, слышишь, прикормка раскрывается сразу махом. Ну, вот, которую засыпаешь, получается. Она от этого тепла прям от ведра потом такой аромат стоит бешеный. Вон, руку холоди. Ух ты. Ох ты, поклевка Поклевочка. в реальном времени. Да. Кто-то там хотит. Аромат бешеный. Пшено горячее было. Сразу прикормка раскрылась. Вот я у себя на родине часто использую пшено, потому что вот килограмм пшена, ну что там стоит, как на базу идет. Поклевка, ребята, поклевка. И получается экономишь немножко по прикормке, потому что я вот 2 фидера работаю, плюс Дамир, прикормки нам очень много надо. Куда-то там тащит, не могу понять. Кто там у нас? Ляпка. На червя. Ставил червя. Решил попробовать. Ляпочка мелкая. Ладно, берем на вилочку. Дальняя бровка, поклевка сразу же.
Покрупнее. Чуть-чуть. Черный какой-то здесь такой интересный. Поклевочка. Хотим покушать. На червя. На червя. Подлещик небольшой, походу. Ну давай. Достану уже, да пойдем. Самим надо покушать. Что-то туда-сюда. Дистанция бешеная, ребята, глубина бешеная. Пока достанешь, блин, офигеешь. Опа. Такой уже. Ах ты, стоять. Слизкие такие они, ребята, вообще жесть. Все, дома. Уже дома. За подбородочек его взял. Сегодня на ужин, ребята, у нас дошираки. По-простому, по-быстрому. Молодость. Иногда надо травануться, иногда прям охота. Этот запах манит, да? Не, прям иногда реально охота похавать его. Красота. Ну все, покушали, перекусили. Начинаем дальше воевать. Такой перченый попался, аж вспотел. Это тоже наш. Дамир взял. Взял, говорю. Нет, до леща еще не на вырос, но такой. Пойдет, братья. На червя. Красавец, ребята. Разговаривают. Смотрите, кто его держал, ребята. Какой-то монстр, блин. Вот это хватка была, блин. Всю чешую сбил. Так, ребята, взял. Блин, ну червя. Червя активничает. Червя прям хорошо. Ух ты. Хорошенький. Опа. Такое уже пойдет. Покрупнее пошли.
Трещит такой весь серьезный. Вон, на целого червя. Красивые здесь. Я успел перевязать эту поклевку. Червяк. Червя, да. Один крючок? Один, да. Сильно не мучаюсь. Ага. Зацепился еще, блин. За тот фидер, блин. Пойдет. А? Пестерку поймал, говорит, значит. Угу. Зацепил, да. Зацепил, но. Ух ты, ух ты. Башкой-то кидает как. Да не крокодил. Внутри. Ах, блин, зацепился за бровку. Все, ушел, наверное. Нет? Вот такой пойдет. Нормально. Тихо, тихо, тихо. Опа. Пойдет. О. Да нет, так возьму. Какая жирная. Там, где я сидел, там это так,
Ну все, друзья, я отстоял. Уже прям такого желания нету. Да и мы до вечера сегодня выезжаем. Еще одна рыбалка на Волге. По лещу. Очень понравилось. Поймал. Увидел. Ну, трофея нету, конечно. Ну, очень много всякого разного. Я имею в виду калибрного. И покрупнее чуть, и поменьше. Очень много мелкого. Так что все, ребят. Потихоньку собираюсь. Собрал палатку уже. Будем выезжать. Приехал Олег, родственник. Рыбку заберет. Так, ну что, все вроде собрали. Самое интересное, что получилось. Пару экземплярчиков там таких более-менее. Так что рыбка есть. Все моем красивенько. Пойдет. Нормально подвесь в голове. Ну все, друзья, будем прощаться. Очередная рыбалка на Волге, на Чувашской земле, ребята. В целом отлично. Да, подлещик не крупный, но все-таки поклевок достаточно. Природа, ребята, красота, воздух, погода. Я знаю, что у нас сейчас на севере вообще дубак, идут вообще дожди проливные. А здесь я на лайте, на шортах. И самое главное, что вообще комаров практически нету. Ну, они есть вот к вечеру, но это мелочи жизни. Так что погода нам дает. Все, пакуем шмурдяк, шмурдяка много. Рыбка, Волга. Все, мы поехали. Все, всем пока. Карамелька есть? По парочке дайте, пожалуйста, парочку. Карамельки нету. Не-не, у нас есть, говорю, еще. Еще что? По парочке, да. Парочку дайте, пожалуйста. До еще одной реки Чувашии. Река Цивильск. Вот она такая, небольшая. Ну, речка новая и для меня, и для Дамира. Дамир, говорит, здесь ни разу не рыбачил, а 1000 раз хотел. Ну и вот, в общем, приехали. Тут дорога, ребята, и такие вот пятаки. Пятак. Мы уже, наверное, на 5-м останавливаемся, но один из здесь, который он побольше. Вот этот побольше, но спуск сильный и кидать неудобно. Короче, едем еще дальше. В общем, вот так дорожка идет и вот такие прогалы. А так все идут кусты и вот дорожка. И вот такой пятак раз, пятак два. Ну, люди тоже стоят, уже машин 5, наверное, мы видели. Короче, проедем сейчас, вообще посмотрим. 2 приметили для себя. Так что взглянем еще дальше. День добрый. Ну как, успехи? Да? А карасик? Карася нет? А, ну, понял. Все ясненько, ясненько. Уклеечку поймали на поплавочек. Все, ребята, ехали, мы уже умотали, короче. Там, обрывы крутой, и трава. Такая головлиная река. Вместе спрашивали, тоже, говорит, головль попадается. Там мотанули, там, сюда. Короче, нашли вот такой пятак, более-менее нормальный.
Ну, естественно, грязь. Это соберем. Ну вот, в целом. Я сюда, допустим, Дамир сюда. И будем пробовать. А так, то мы все снижаемся. Мы уже от моста умотали вообще порядком. Хотя карася вот ловят прямо возле моста. А дальше все ближе к Волге уже мы идем. Ну, посмотрим. Местных проезжали, у кого-то клюет, у кого-то нет. Все, разгружаемся, короче. Здесь будем бадать. Здесь и тенечек. Нормально, солнышко. Ну, правда, комар будет. Ну, ничего. Все. Останавливаемся. Надоело уже бегать, искать. Первый раз. Где клюет, как клюет, никто не знает. Так, друзья, ну что, быстро установились. 1000 раз уже показывал и не стал как бы показывать то, что во всех сериях ставим палатку, раскладушки. Это наш дом, убежище, спальня, кухня и так далее. Палатка большая и в целом тут на двоих прям вот так. Единственное, то, что сегодня ветра нету. За бортом 26. Жара и в палатке очень душно. Открыл вторую дверь, москиточка, окна открыты, но палатка двухслойная, и она прям сейчас в ней находиться некомфортно, жарко. Хотя, в принципе, можно открыть и здесь вентиляцию под печку, и трубу открыть, и окна полностью открыть, сделать москитку. Ну, нам пока там находиться нет смысла. Мы начинаем. Дамир уже обустраивается. Так что вот, сегодня у нас рыбалка здесь. Так, ну немножко марафету, как обычно, уберемся, потому что я не люблю лично вот эту всю движуху, грязь, вот это большой мусор, который на глаза попадается, его хотя бы соберем, потому что будем здесь сидеть, именно вот здесь, кофе, шмофе, лески, парыши. И будет мусорка сразу у нас. Тут ива капает, блин. Соком брызжет. Что? Пух, да, взорвался, но... Не было же видно было до этого так, да? Ну, до этого, да, не видно было. На дистанции, чтобы была. Самое главное. Ну, сейчас посмотрим, что примерно покажет. Так, друзья, ну что, зарядились. Все, патрики 80 и 60-очку нашел. 70 где-то, 60. 0,18. Старую прикормку Дамиром добиваем. От соревнования еще у нас не стали выбрасывать, так как едем. Потому что мы и так нормально заряжаем по прикормке. Так, ну что, червя попробую на один. Бедный червяк у меня мучается. Уже такой уже уставший. Местный, ну точнее не местный, а я имею в виду с дома привезенный. Такой жары еще не испытывал. Да, бедолага мучается. Ну вот так, люблю, чтобы двигался. И получается по тот берег будем шмалять. Там ямочка, свальчик такой. Так, в аккурат. Ага. Здесь никак на Волге махать не надо плечами. Ну а второй на бутерброд, парыш. Ну, короче, будем смотреть. Самое, ребята, интересное, то что, несмотря на то, что я уехал, получается, на Волгу,
Чувашскую республику, Дамир меня, да, взял. Ну, у нас каждая рыбалка на новом месте, и вообще это круто. Вообще просто едешь, вообще не знаю куда, новая река, новый какой-то маршрут, какие-то интересные, красивые места. Ну, в общем, вообще здорово. Вот это вообще, конечно, дорогого стоит. Здесь нормально у нас под деревом, хорошо, не так жарко. Солнышко не попадает. Единственное, то, что она капает, плачет. Ну, что, будем смотреть. Не знаю, ехали, вот хотели еще дальше, потом бац, здесь. Ну, решили тормознуть. Посмотрим. Рыбка, кстати, плещется под кустами. Возможно, голавль, возможно, и карась даже. А так в реке, не знаю. Все, наверное, есть тоже, да, Дамир? А? И лещ, наверное, тоже все же есть, да, наверное? Да, подлещик есть, конечно, это же это, почти у устья Волги. Ну да, так что тут все, как бы, мне кажется, есть все. Полчаса, друзья, без поклевок. Вот червь. Длинный там, Дамир, червь у меня вообще. Наш. Угу. Ну, первый есть рыб. Не, вообще не крупная. Или не, вон. Окунь, не поверишь. Ты же хотел окуня поймать. Блин, все они тут такие, ребят, пятнистые. Смотрите, какой окунек. Вообще весь в крапину. Завинок. Я и думаю, на окуня кто-то соблазнился там, блин. Полчаса открываем счет, окунек на червя. Да, интересная рыбалка, походу, будет. Посмотрим. Окунек. Ну да. Окунь. Вот так вот. Вот вторая рыбешка. И это у нас опять окушок. Мелкий-мелкий окунек. А нет. А да. Мелкий-мелкий окунек, ребята. Пока все, что мы имеем. Ух, вообще какой. Белый какой-то. Смотри, какой он, слышишь? Не полосатый даже, да? Вообще какой-то интересный. Под плотву косит. Смотрите, ребята. Не знаю, такой он и есть или он чем-то болеет. Вообще какой-то весь пятнистый. Дамир. Под плотву косит. Закос у него, но небольшой. Под плотву. Походу с ними гуляет в стае. Окунек. Да. Третья поклевка, друзья. Уже тут скучаю с Дамиром. Братик, мелочь. Ну, походу окунь, блин, ну. Окунь нервный здесь. Ты видишь? О, слушай, это что-то посерьезнее уже. Плотва, что ли? Да, Даже можно расправлять. конечно. Это же моя любимая рыба сейчас стала. Вон, ребят, смотрите какая. А здесь она другая, братан, смотри. Светлая очень. Она очень светлая. Захолова, конечно, дай бог. Ну что, мочим садок. Очередная поклевочка, опять мелочь. Вон, видишь, как он ругается, зовет этого. Он сидит, ребята, у нас это ястребы, да, или что? Или коршун, или орланы, Дамир. Вот там, не знаю, там, ребят, не видно, в кустах сидит. Тут чайку сейчас чуть не вырубил. Много, кстати, тут их. Небольшие, орланы, скорее всего. И вот они друг друга тут зовут. У меня, походу, окунек мелкий опять зацепился. Дамир кормит. Сейчас будем мешать новую прикормку. Так что как-то так. Ну и ужинать пойдем сейчас.
Ой-ой-ой. Врезался. Матрос. Белый окуня, ребята. Видали таких, нет? Рябой белый окунь. Да, они шахтят. Это же окуня. Опа. Да. Я еще Дамиру говорю, что-то, говорю, столько рыбачим, а окуня не ловили. Вот, пожалуйста, белая окуня. Кстати, в рационе сейчас будет много червя, потому что стух. Будем кормить червем еще. Перерубить бы, конечно, его. Ножницами можно пожмякать, конечно. Но они, видишь, такие короткие, неудобно. Есть специальные тройные такие. Сейчас бы тут мясо сделал салат. Ну так, покидаем его с тухлячком. А вдруг сазанчик приплывет на мяско. Да и пойдем сейчас ужинать. Приготовим покушать. Время-то уже вечер. Посидим еще. Вот такой червь уже плохой. Тут есть живые, конечно, еще. 5-я рыбешка. Слушай, мелочь. Опять матрос. Да? Смотри, что будешь делать. Вообще ужас какой. Блин, так и жрет, главное. Слушай, червя так крупного ставлю. Жрет. Прям капитально. Да. Окуни, блин. На хищника прям стал конкретно. Ну. Кого пожелал, того и ловит. Еще червем кормим, так, конечно. Прям, ну. Будем надеяться, что выйдет рыбка. Мне кажется, должна. Ну что, друзья. Вот так как-то. 6 рыбок. 1 плотва хорошая, садок. И тихо. Но настроение подняло. Сейчас всплески, ребят, сазана, он прям выпрыгивает. Дамир говорит, что он чистит жабры. Вот таким способом. Когда он пылесосит, жабры забиваются у него. И он выпрыгивает и их прочищает. Подняли прям настроение. 7 вечера. Кормимся. Старую закормили уже. Сейчас замешаем свежую. Ну, закормиться надо самим. Я предлагаю поужинать. Погодка. Красота. Ветра нету. Сейчас запалим спиралечку, чтобы комара не было. И приготовим поесть. Так, а на ужин у нас, ребята, на ужин. Так, спиральки. Масло. Блин, столько этих муравьев, что ли. Хлебушек. Так, ну что, у нас кашка перловая есть. Звениговский магазин здесь. Шикарная продукция. Вообще базаров ноль. Так, ну а пока запалю спиральку. Пускай здесь дымит. И все шикарно. В палатке вообще незаменимая штука. Потихоньку, монотонно она тает. И вообще замечательно. Кашка перловая. Есть. В эту поездку, кстати, ребят, взял ножик от компании Русберг.
нож Енисей, кованая сталь. Такой спуск, ну, работяга, он резиновая ручка, очень мне нравится, вот именно. Ну, я как бы, у меня ножей много, но я думаю взять какой-то специальный нож, что ли. Думаю, много рыбы буду разделывать там или чистить, хотя особо не занимался рыбой, потому что жара, мы ее быстро сбагривали, ловили. АУС 8, это нержавеечка японская вроде, хотя может я ошибаюсь. Такой спуск у него ровный. Ну такой он прям, я не знаю, я баночки с ним вскрываю, карася чистил, резал, веточки туда-сюда. Ну и вот так в целом он как бы у меня зарекомендовал себя как именно такой выручалка. Под все подходит. Пацанам давал, кстати, разделывать животину. Сказали, что отлично. Подправить, конечно, надо уже, но в целом нож отличный. Ножи ребята делают отличные. Ссылочка, ребят, в описании по ножам. 10% скидочка по промокоду Дрюня. Вот у них много всяких разных ножей. И помимо своей работы, они делают еще европейскую. Точнее, у них есть на сайте европейская продукция. Так что рекомендую, друзья. Поклевка такая зверская. Окунь опять. Что ли? Сиятный окунь. Бешеные окуни не дают поесть нормально. Вот такая кашка, ребята, с мясом. О, отлично. Даже немножко поджариваю. Вкуснее так, ребят. Ну, масло добавлять не надо, он просто разогрел и все. Красота. Вот так сегодня у нас по-скромному. Салатик. Ну, не сказать, что какой-то тушняк, это хорошая продукция, на самом деле, очень вкусная. Я пока лучше ничего такого особого не ел. И вот у них каша, вот они, ну, тут реально мясо есть. Мясо есть. Прям, ну, можно вот так побаловаться. Жара особо готовить тоже как бы смысла не вижу. Заморачиваться тут, пылить. Ну так нам что. Просто больше внимания рыбалке уделить. Да, вообще капитальные рыбалки. Стараюсь не пропускать вообще ничего, ни капли. Так что нормально. Можно и такого. Вот так вкусно на самом деле. Мы гороху убрали. Перловка. Да, Вообще, слышишь, как семга. Вся в пятнах. Да. Слушай, гибридная какая-то, наверное. Ну, Интересно. держи, Андрюх, 5 секунд. Давай. Кушаем, а тут смотрим, поклевка. Опять же сорога. Блин, сорога здесь какие-то монстры. Да тут и окуни такие же, кстати, слышь, белые. Непонятные, да? Да. Так что неудивительно. Что, Вот ребята? так. Вот и уже вечер, уже потемнело. Здесь, кстати, быстро темнеет. Не так, как у нас. Сколько раз говорил уже. Ну тишина. Вот сейчас, пока кушали сорога, сейчас проверялся. 2 ерша вот таких. Короче, не знаю, покормлюсь, я еще посижу. Я такой человек, что, ну, я привык больше ночи двигаться. А Дамир уже все, он 9 часов, как белый человек, кажется, спать. Но он и встает раньше, получается. Все эти рыбалки, он встает в 2, я стою в 4. Как бы я вот 2-3 часа еще сижу, когда он ложится.
Пошел комар. Ну, побрызгался, все нормально. Все хорошо. Дамир поднимает спиннинг, фидер, и все уже как бы идет. Покормили с вечера, но тихо. Я уже заканчиваю старую, высыпали, замешали новую и добавляю, ребят, еще червя. Он еще, конечно, не полностью стух, но такой, наживка такая своеобразная, мне кажется, по карасю нормально. Ну, лучше бы по налиму было, прям вообще великолепно. Красота, ребята, красота такая. Деревина нас тут спрятала от солнца, хотя можно было позагорать даже. Ну, хотя позагорали уже весь черный. Птички поют, красота вообще. Речка такая, похожа на нашу, на две реки. Ну, не то. Не то, не знаю. Сазана, ребята, я видел 100%, он прям ныркнул. Ну, короче, сегодня болты мы сосем, прям капитальные. Начиная с соревнований, заканчивая сегодняшней рыбалкой. Ну, хотели проверить эту речку, как бы и Дамир здесь не был, и вообще в целом, как бы я, вообще для меня, как бы, новая река. На Волге все в порядке, ребята, можно косить рыбу, вообще страшно. Туда, в Татарстан, мы ездили по карасю, вообще там тоже шикарно отловились. Будет у нас еще одна рыбалка, последняя. Вот я сейчас буду выбирать. Ну, я все хочу сазана. Здесь вот есть вариант поймать сазана, даже сазанчиков. И как бы по лещу уже неохота стоять по карасю. Карася вообще классно половили. А вот сазана бы просто для себя, как рыбалка, как вообще трофей для себя, для положить в коллекцию, что у меня есть уже и эта рыба, и та рыба. Это прям, ну, для меня это было очень бы приятно. Вот и потемнело, друзья. Махом вообще сходил, заварил кофе в палатку. Тихо. Ну, если будет, только будет утром, мне кажется, да. Ну, с вечера вообще в ноль. Вот стояли в ноль. Ну, вот это мелочь. На Волге это прям. Ну, мы не на Волге, правда, другая река. Прям никак. Ладно, посижу еще. Нет, тогда завтра, друзья. Поклевки не будет, не буду мучить вас и себя. Тем более ничего не видно, надо фонарики доставать, подсвечивать, а уже неохота. Дамир спит уже. Не хочу лазить уже, шебуршать. Пускай отдыхает. Так что все, ребят. Если до поклевки, то до поклевки. Если до завтра, то до завтра. Потому что, ну все уже. Ребята, доброе утро. 5 утра. Встает солнышко, погода шикарная. Ну, туман, все в росе, палатка вся сырая. Короче, расклад такой. Дамир встал 2:30, пошел рыбачить. Я вчера сидел до 12, лег спать, а он лег, получается, в 9. В 12 ни одной поклевки, и я там кормил, конечно, кидал, и потом на пучки червя оставил и поставил на байт-трайнера. Он говорит, утром встаю, у тебя, говорит, шнур туда, но ничего не попалось. Все запутало, там два фидера. А так в целом мелочь какая-то, говорит, поклевывает. И у нас сильно упала вода вообще, ее просто нету. Садок, который был в воде, ребят, полностью на берегу. Представляете, как вода упала. Вот с Волга все контролирует, Волги сбрасывают, здесь вода уходит. Ну прям так, чтобы сильно. Ужас. Короче, пойдем порыбачим, посмотрим. Допиваю кофе и вперед. Красота. Поклевочка. Крупная что-то.
Что-то гуляет. Сазанчик, что ли? Взяли, нет? Нет, не такой крупный. Не хочешь выходить? Карась. Карасик? Да. Ой, ты красавчик, иди сюда. Оба. Опа. Ну, Андрюха. А там хорошо, в заглоте. Опа. Ух, Вон карасик-то. Пришел. пришел, друг. Хороший калач, смотри. Грамм 600, наверное. Калач-то хорош. В руку-то въебал, ты как? Ага, Сильно, бля. без этого плохого русского. Отлично. Утренний карась. Натяни. Великолепный. Смотрите, ребятки. Ну такой грамм 600, да. Хороший кабан. Такого вот только на сковородку одного положить можно. Утро, 6 час, вот поклевка. Вот одна, наверное, из единственных, которая нормальная поклевка. Не считая там плотву и головля, которого поймали. Вода ужас упала, не знаю, по тому берегу, если видно, вот до кустов, до краев кустов вот была вода. Вот она просто упала на сантиметров 70, наверное. Вот эти кусты в воде были. Садок у нас вот с этой кочки был. Вот мы сейчас перенесли его немного. Вот эта вода все ушла. Охренеть. И точка сейчас поменялась. Трешка была, сейчас двушка. Птицы поют. Вот ряночка. А уже жара. Уже жарко. Дамир взял. Смотри, это сазан, братан. Может, карась хороший. Да не, сазан. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Готовь, Да. сейчас буду поднимать. Не хочет? Ох, килограмм. Куда ты его выпер, братан? Есть килограммчик. Ух, еще крупнее. Красавчик, братик. Красава. Красава. Подожди, Блин, а что не сазан-то, а? Ё-моё. Да? да, это лапоть хорош. Кормили не зря ночью. Блин, он еще не берется нифига, как обычно. Кабанчик, да? Да, колобок Вообще жесткий. жесткий колобок. Просек нижнюю. Смотри, все. Чуть-чуть бы и убежал бы. Добре, да? Вообще. Гуань хвост, ребята. Я думал сазан, а нет, килограммовый карась. Вот он где. Не одни ребята, мы троем тут. Вот вон посмотрел карасика и обратно на деревце себе. Он видит, что дергается что-то, он пошел на разведочку. А друг говорит, хлопчики мне подкинули кого-нибудь. Вот так вот. И сидит, короче, там. Живет он, всю ночь там сидел, спал. А сейчас карась дергается, а он, короче, посмотреть вылетел. А вот так, друзья, видели? Река пошла в другую сторону. Сейчас, получается, вода опять будет подниматься. Да. Смотрите, какое течение. В обратку все понесло. Вот так вот тут мигрирует вода. И к этой воде надо подстраиваться, чтобы отловить, получается. Вот коряги опять поплыли. Только теперь в обратную сторону. Ну, мелочушка какая-то, Тамир. Река замедляется, да. Мелочь, походу, опять. Наверное, окунь. Куда-то туда утащил же. Да. Окунек. Чуть-чуть покрупнее. Чуть-чуть покрупнее, говорю.
Окунек. Ну все, ребята, вода сейчас остановилась и потихоньку обратно начинает уходить. Вот это жесть, конечно. Мне кажется, с таким расчетом, блин, река не должна жить. Она должна жить по своей воле, чтобы было свое течение. А здесь его просто нагло прикрывают и дают воду в другую сторону. И, соответственно, рыба живет вот по этим законам. Дамир пошел спать. У нас, короче, караул принял, караул снял. Ну, двоих завалили, и это радует, что неизвестная река дала рыбку. В плане не объема, но зато побывали здесь. Жара неумоверная, вообще бешеная жара стоит. Морда просит станка. Не знаю, ребят, это, наверное, крайняя рыбалка в Чувашской республике. Возможно, мы еще съездим завтра или сегодня. Посмотрим. Сегодня праздник, кстати, в Чувашии, в Козловке. Большой праздник, День Республики. Там концерт будет, там Бабкина будет петь, приехала. Короче, перекрыты все дороги. В общем, не знаю, посмотрим. Все от настроения будет зависеть. В целом уже подустал, даже немножко, и охота домой, охота к семье. Соскучился. Как бы надо и меру знать. Это 100%. Взял, ребята. Я взял. Взял. Сейчас вот буду тут в одного как-то. Кто там у нас? Карась. Опа. Такой же кабан. Водичку остановилась и есть контакт. Блин, кабаны, ребята, здоровенные, какие-то гибриды, блин, реально мощные. Прям в шахту. О, какой. Блин, килушки. 100%. Шипом зацепился, что ли? Мощно. Надо дробену, ребята. Червячок. Вот такой. Можно даже по два его насаживать, чтобы они там делали красоту. Вот так вот. Червь небольшой. Вот так. Смотрите, что он там вытворяет. Хвостики вот эти. Отлично. Водичка остановилась и карасик. Под тем бережком, под кустами. Ну, хоть выхватил. Речка порадовала. Опять, друзья, дали воду. Опять бешеное течение. Вот контроля здесь вообще никак нету. И она прибывать начала опять. Да, смотрю, прибывает вода. Палочку втыкали еще на сушу. Короче, надо садок не прозевать. Жесть, конечно.
Фух, жара, ребята, страшная. Время 8:38, а уже дышать нечем. Ну вот один карась порадовал. Вот вода остановилась и поклевка сразу же получается. Короче, вода опять на прибыль. Потом останавливается, опять спускается. Короче, вот такие качели. Такие качели. На завтрак сегодня у нас опять вкусная лапша. Который 35 лет в России. Да, праздник с юбилеем, кстати. Быстренько перекусим. И будет хорошо. Ох ты! Есть. Есть, пошел. Куда сокалик? Давай Что туда? Как раз туда. Давай сюда. Не крупный. Ну все равно. Ох ты, не крупный, ёп. Не крупный. Не крупный. А слушай, Нормально, слышишь? а шел так. Ну, ты видел торпеды, куда идет? Шел так, ребятки. Слушай, они тут все калачи, понял? Слышь, как ты говоришь, боксеры звонили, да? Калачи такие, будь здоров. Вообще калачи. Вон, ребят. 2-2, братик. Ну да. Я-то в запасе был, Догнал тебя я. да? Воспользовался тем временем, когда ты спал. Ну я и говорю, в запасе поставил. Но Да. Тут на улице у нас солнечная Чувашия, жарит прям конкретно. Пойду этот, одену. ништяк. Вышли пообедать, точнее, пообедали, вышли к удилищам и смотрю, погнал. Ну, то бишь только клюнул. Опять колокольчик какой-то улетел. Ведет он сразу, страшно. Или туда, вот на 2 фидера, конечно, немножко неудобно. Но все-таки по 2 штучки взяли. Да, караси-то такие добрые. Приятные. Что таких не ловить там? В общем, до дробена, ребята. Червь. Вот получается, сидеть, выжидать надо, блядь. Вечером нифига, ночью я сидел до 12 нифига. И вот утром получается плотва, наверное. Или что-то такое. Ну, это не тот карась, который клюет. Так. Вот тырк-тырк-тырк, понял. И все. Тырк-тырк-тырк-тырк, все. А, нет, взял. Да? Угу. Что, карась так был? Нет, слушай, что-то этот. Не карась. Что-то местный, да? Нет, что-то я еще и зацепил ту, блин. Не пойму. Карась. Только размер не тот, да? Размерчик только не тот. А карасик. Ну, нормальный карасик. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вдруг прилетел наш. Да. Окушок тут у нас валялся. Сейчас дадим им. Опа. Кушай, братик, кушай. Давай, давай, кормись. Она меня боится. Вот и все, ребята. Покормили.
Да? Поднимешь? Думаю, да. О, тихо, тихо, не поднимай. Не-не-не, не поднимай. Не Как? хотел ты сюда ехать. Как-то не понял я. Маленький, да? Вяленький, да, что-то я поклевку даже не понял. Смотрите, ребят, какой хвостяра. Ай, красавцы. Ай, красавцы. Опа. 4-2, брат. Размочил меня конкретно. Вынырнул. Плотва. А где брательник? Она живая же. Ну, выпускай. Такую отпустим. Сразу. Нет, конечно. Они кормятся нормально. Он уже, видишь, высматривает. Уже все? Ждет, да. Сейчас мы ему головлика дадим. О, какого. О, сейчас брат поест. Да, слушай, это головль. Да. Это не плотва, это головль. На, братик. Сейчас будет кушать. Так, друзья, ну все, берет. Мимо. Добирай, друг, добирай, добирай. Мимо. Вот головлик-то не маленький, блин. Мимо. Есть. Добрый кусочек взял. Подняться не может. Давай спасибо хоть скажи, родной. О, красавчик, да? Ага, пошел, пошел. Ну все, друзья, собираемся. Попили чай, собрали палатку, собираем снасти и покормили друга нашего. Нормально за ночь подружились, да? В общем, скормили ему плотву, голавлика, окуньков. Да, съел, короче, нормально он. Сидит, живет тут на дереве. Так что мы все, потихоньку собираемся, время обед. Ну, отстояли, мы все равно свое выплакали. Четко, классно. Зато и вот люблю эту рыбалку фидерную, что она такая прям интересная. Надо кормить, понимать, искать. Ну, в общем, круто, все получилось. Фух. Ну что, братцы, карася мы взяли своего. Вот такие красавцы. Вот такой карась, друзья. Вот такие лапки. Все на подбор.
Немного, конечно, но красота. Богатыри. Вот такая морда, шайба. Сейчас завешаем обязательно. Ну что, завешаем. Самому интересно. Дамир, думаешь, сколько? А? 4 килограмма есть? Нет, карась. А, карась? Ну, 950. Общий вес. Ага. Сейчас, подожди. Что-то сбилось у меня. Килограммы. Карасик. Насколько потянул? Сколько думаешь? Кило? 930 грамм. 950. Да? Вот так вот, ребята. Килограммовый караси, короче. Шикарно. Ночью еще 2 сошло опять. Да, ну в общем этот штучный, но приятный кабан. Ну что, друзья, все, рыбалка подошла к концу, загрузились, умылись, жара неумоверная. Вот такой вот Аниш, интересная речка. Вода то в ту сторону, то стоит, то в другую сторону, и от этого зависит весь клев, мне кажется. Ну, кабана взяли, хороший карась, штук 6 мы выдернули, прям достойно. Как обычно, поночевали, палатка, покушали, отдохнули, позагорали. В общем, спасибо этой реке, и на этой речке я побывал. Здорово. Все, мы в дорогу. Всем спасибо за просмотр, друзья. Пока. Самое главное, ребята, это вот это. Парочку есть. Да? Угу. Слабовато, говорит. Течение слабовато? Ну нет, говорит, слабовато клюет. Вечер? Резкая единица, да? Толще. Что, ребята, привет всем. Путешествие на Волге продолжается. Фидер. А как же хищник? Вот сегодня на хищника. В общем, знакомый у Дамира Виктор пригласил на рыбалку. Сегодня будет рыбалка, ребят. Такая она традиционная, на резинку. Это волжская рыбалка. Ну, примерно я понимаю смысл этой ловли. Но здесь ловят на неживую оснастку, то бишь это резина. Сегодня будем ловить судака, щуку, ну, в общем, хищника, что попадется. Пришли вот на такой берег, друзья, очень такой скалистый. Высота очень бешеная. Ну и Печора, хотел сказать. Волга, матушка, неспокойна. Сейчас Виктор все будет показывать, рассказывать, что да как в целом. Не знаю, как будет писать звук, ребят, постараюсь что-нибудь заснять. В общем, я так понимаю, это будет груз у нас, мы будем его забрасывать. А к ней будет прицепляться резинка и отводы. Вот такие твистерочки. Всякие разные.
Короче, сейчас посмотрим с собой резину. У меня была в рюкзаке. Вот такая. Всякая разная. Есть и второчки тоже. Посмотрим. И одни вот стоит мужчина, тоже рыбачит на резинку. Вот такими рывками дергают, и получается весь процесс. Так, здесь все у нас. Ну смотри, как все удобнее. Я вот палку взял. С палкой удобнее будет просто, да? Не знаю, слушай, может из петли? С петли, а с петли у тебя зацепится. Вот так, мне кажется, Да? удобнее. Ну давай попробуем. Ну, они так кидают, получается. Смотри, и кидаешь чуть, ну, чуть левее, потому что, ну, Чуть туда, да, получается, надо? да, чуть туда. Потому что снесет. Надо стараться с одного заброса забросить, да? Желательно. Вкусно с одного, блядь. Не у всех получается. И вот- Да? Да. Так, на, держи. Как ты, левша, правша? Я правша. Беру, чтобы не мешалось. И этот, вот так, придерживай. Ну получается прям с палкой вылетает, да, у меня? Да прям с палкой кидай. Так, сейчас я уберу, чтобы не мешало. Так, с палкой. Мне надо с пальца будет удобнее. Витек. Так, что, у нас все готово? Да. О, смотри, что делают хлопцы. Раз. Два. Ну что, Витек, скажешь? Слабенько? Ладненько. Да? Давай попробуем. А дальше получится что? Не знаю, слушай, ну вот так. Конечно, груз побольше, чем у донки, понятное дело, да? Потому что донку-то забрасываешь. Видишь, куда шишка? А? Смотри как. Да. Друзья, как этот доночнику дали ответственное задание забросить тяжелый груз с леской и на другом конце леска с резинкой. В общем, это основное, чтобы обратный груз забрать. Потому что никакой не камень, не кирпич, хотя многие это делают. Здесь свой груз идет. И, в общем, сейчас у нас здесь идет леска, на которой будем прицеплять отводы с резиной нашей. Катаюсь на лыжах. Балдею от лета. В общем, Виктор сейчас подмотал основную леску, а я вот леску, с которой идет резина. В общем, как-то так. Не знаю, насколько получилось забросить, но посмотрим. Вон он карабин. Что, полностью Витек разматываю? Не, я сейчас сам измотаю, не размотаю. Понял. Там крючки по ходу идут. Ага. А все, затягиваем, да, уже получается? Резины не будешь менять, которую я взял? Пускай пока стоит, да? Есть? Не, рвёшь, пожалуйста. А ты резину какую брал? Слушай, ну там разное. А что, этот поводки металлические не используешь, да? Нет. И сколько поводков у нас получается? 6. 6 штук, да? Вот они просто на таком расстоянии. Ага. Вот кто как делает. Мне парнишка сделал, как он себе делает. По крайней мере. Сейчас посмотрим, как будет. Расчет поменяем. Там главное смотреть, чтобы они нормально были. Да, хвостик подправить. Хвосты отпустить. Вот это вот что, хвост, да? Что-то. Не, там нормально вроде. Крючок, чтобы... Да, на крючке. Ну, в процессе можно будет поменять что-то. Ну я понял. Хвосты-то летят по-любому. Резина, короче, всякая, да? Предпочтение по-любому какая-то есть, лучше какая-то, хуже.
А тут в процессе смотришь, начал клевать бы. Все понял. День на одну, завтра на другую, да? Да? Ну понятно. Ну как и везде, короче. Да. Это же рыбалка, правильно? Так и надо, но все понятно. Тут я оставил, вообще был, как говорится, у меня Угу. вонючий. Ну, съедобная резина. Да. Ну вот у меня тоже съедобная. Тут на нее, ничего, окунь клевал. Так. Ну все, друзья, вот такая палочка. И все, погнал просто. Ну, порежь дергаешь, Да? Ага, можно рывками. Все понял. как дергаешь будешь, так у тебя вижу вокруг. Ну понятно, понятно, я понял тебя, понял. Все, резинка натягивает, забирает. Я обратно отдаю. Вот, в общем, ждем удара. 6 виброхвостов у нас. Герой красивый, да? Движок как в военном корабле, смотри. Ага, обрыв. Нитка оборвалась. Оборвалась. Тут там вроде есть. Так, сейчас, значит, опять смотаем. В общем, друзья, оборвались полностью. Кусок резины у нас остался, и у нас была запас, но она гнилая. В общем, прибрежная зона. Ну вот мужичок сбоку ловит, хорошо ловит. Не знаю, постою. Конечно, ребята пошли на спиннинг. К нам присоединился еще товарищ рыболов. Вот она даже не забирает у нас толком. Если что, напрошусь, ребята, показать чисто вам, как ловят здесь судака на резинку. У нас не получилось. К сожалению, увы. Не взяли запаску мы. Так что возле берега навряд ли, наверное. Чуть-чуть подальше надо. Пробовали тут, химичили, вязали, но не получилось. Смотрю, рыбалка пошла у тебя. Смотри, у меня резинка есть. Подгоню тебе. А мне что здесь не делать? Ну не знаю, что. Расходный же материал. Я вот смотрю, вот виброхвосты у вас работают такие. Такие, да. Да? Вот, держи. Подгончик тебе с Республики Коми. Оттуда, что ли? Да. Тут таких... Да. А слушай, а вот еще съедобное есть, я не знаю, вот посмотри, может, что выберешь себе. Вот такие каракатицы, смотри, всякие. Вот такие, вот такие. Ну это не хвост, это виброхвост, а твистер, ну, сам Ну, это понимаешь. я знаю. Вот. Но они съедобные, они вонючие еще, кстати. Понятно. Черви. Да. А это прям Кракозябры. какие-то кракозябры, да. У меня одна кракозябра стоит. Да? Ну все, на, держи. Души. Посижу тут, посмотрю, пацанам покажу, как ловят. У нас такой рыбалки нету, видишь? Да. Что у вас там ловит? Ну у нас налим, слушай. Хариус, Налима нет, наоборот. хариус есть у нас. Вот у нас хариуса нет. Ну да, видишь, у нас рыбалка другая, и реки не такие большие. Ладно, сейчас посмотрим. Что, обычно к вечеру, да, идет? Сегодня вот 3 начало поливать. И хрен поймешь, сколько 6. Вот сегодня ветер, вот красному погода, хорошо. Когда вечером. Ветер, да? Когда шпигом больно не бьет. И все, сидишь, просто дергаешь. Да? Ты не видел такой способ? Нет, у нас такой рыбалки нету. Ну, у вас на течение сидит? У нас течение очень сильное. У нас, Не получится на резине. да. Вот так.
Вот один сегодня сошел, крючок выплюнул нахуй. Хороший был, да? Прямо у берега. Такие, блядь, не смог его. А так помимо судака, что, окунь, наверное, да? Щука? Окунь мешает, щука, ну ее нахрен. Крючки откусывают. Поводки ставил металлические, те не подходят. Эти прокусывают. Флюорокарбон ставил, он еще хуже, чем монофил. Ну, Срезает его только так. Так что, как зацепится, хорошо зацепится, вытащит. На кило 300 нынче самый крупный щука была несколько дней назад. Удачно. все понятно. А так я их не люблю ловить. Ну, нахуй. Есть, да? Ну вот, ребята, есть поклевка. Идет судачок. Да. Ага. Есть контакт. О, отлично. Вот так вот делается. Вот такие отводики, друзья. И сидишь, дергаешь. Вот такая рыбалка на резину. Резину на резину. Резина тащит. Затягивает отводы. И все продолжается дальше. Сидишь себе, качаешь потихоньку. Еще один, ребята. Небольшой. Ведет как большой, да? Поглубже взял, да? Ну да, слушай, вообще малыш. Ну как малыш? Для наших мест это нормальный. Нормальный, да? Ага. Вот. Вот так вот. Еще один, друзья. Ну, прошло минут 5, наверное. На дальний, да, опять? Вот он, клыкастый. Да, отлично. Вот нарочно. Марачок, да? Уже отгрызли. Но Он же раком питает. слушай, я там возьму тебе тоже этот, может поставить какой-нибудь, нет? Да. Или что, пока вообще ничего не останется, да? Да. Хвоста не будет, и можно менять. Хвост откусывает, да? Тогда уже не играет, да. Полезно. Ага. Нет. Опять поклевка, друзья. Оба. Что, покрупнее? Тоже сосиска, да? Как ты называешь их? Ага. Ну да. Ну слушай, там у тебя-то пару-то хороших я видел. Парочку. Такие нормальные. Они редко. Да. В основном эти сосиски. Все, обратно. Погнали. Вот так вот, друзья, все делается. Пошел выход опять.
Карандаши, да. Ага. Слетел, да. Ну ладно, что же. А так далеко забрасываешь? Ну, если в метров, может метров 50. 50, да? Свинцовый груз, да, у тебя? С крючками тоже, да? Надо такой груз, можно и дальше. У меня 550 мелко. Ну, он поднял, видишь? Ага, вижу, поднимает. Вон гуляет. Ага. Да, небольшие такие, блин, ну. Судачки, ребята. Берши тоже попадаются? Да, ночью. Да, ночью? Ближе к вечеру. Ага. Берши. Ближе к вечеру. Берж вкуснее, чем судак? Или разницы нету? Его знает. Кто-то говорит, что он вкуснее. Я что-то разницы не ощутил. Что берж, что судак. Ну-ка. Ну, слушай, да, там-то один хорошенький у тебя. Отлично. Красота. С камнями, да, идет. Цыкается, ну. Что, сиреневую будем пробовать? Да, сейчас. Давай, подержу. Не надо, я уже запомнил. Петруха поставит подгончик сиреневую, чисто так, ради эксперимента. Посмотрим, что получится. Будет клевать на него, не будет. Что не будет? Сейчас попробуем. Ну, говорю, попробуй. Беспонтовый. Да, которая не работает, попробуй, бери. Угу. А тут специально, да, делаешь вот так? Да. Угу. Чтобы крючок в разные стороны не болтыкался. Чтобы ровно стоял. Угу. Он хоть как будет, все равно. Да. Попробуем среднюю. Лист такой. Ну, погнали. Лишнее надо. Обычно прикладываешь вот так, пальчик держишь. Но я так. Вот так. О, все отлично. Да, она будет отличаться в любом случае, слушай. Да, это сразу видно. Да, такая она прям. Вам не зафотался. Конечно. У нее лопатка небольшая. Да, лопатка маленькая, да. Большая была. И вот такие лодочки, друзья, здесь ходят. Люди балдеют. Марина, Маринка. Шагает потихонечку. Как раз, наверное, там один сидит. Ну, скорее всего, одна из Марин там сидит, да. У Петрухи опять мелочь. Крупного нету. Вот до этого поймал он двух. Один ушел хороший, разогнул, говорит, крючок. А пока вот такая мелочушка клюет. Петрух, пока сиренев не работает, слушай. Пока нет. Ага, вон он. Где-то здесь. Угу. Вот такие селедочки, ребята. Самый последний крючок. На рачка. А, у него полосы другие, да? Он темнее. И беззубой, да? И беззубый. Ну ты ее, конечно, выпусти. Ага. Его брать не будем. Да? Опа. Давай, бродяга. Вот он такой. Ага. Его сразу видать. Его сразу понять, да? Темнее, да, и полосы у него такие ярко выраженные. Домой. Куда поплыл? За дедом, я говорю. Зови деда. Все, пошел. Вот он, берж, видишь, ближе к вечеру. Берши пошли, да? Когда стемнеет, они дышать не дадут. Я не сижу после 9. Да. Берша ловить. Ну, а Петруха на килограмм уже мне? На килограммчик нужно доставать-то уже? Ну вот, не
Не клюют, да? Мелкие пока. Детский сад. Вот он только запустил, да. Только отпустили, да, и он опять. Тоже без. Тоже берешь? Тоже бершок, да? Беззубый. Бесклыкастый. Это уже без. Видишь, они куда их не косяк подошел. Ага. Подряд что-то пошли. Взяли трофей? Трофей, да? Хорошие ребята. Поклевка хорошая была, блядь, но Ударил, да? сзади мощный. Чётко прям. О, куда-то пошел туда. Ну. Окунь. Окунь, блядь. Смотри какой кабан. Слушай, что, сиренька? Вот это кабанище. Вот это кабанище. Сиренька сработала. Давай, Петруха, крава. Я ж тебе говорю. Видишь? Окунь. Вот так. Ну-ка, подержи. Блин, хороший, грамм 500, наверное. Наверное. Ну, вон, ребята, сиренька сработала. Отлично. Только говорили, да? Да, только говорили. Вот так вот. Надо эксперименты делать. С ударом хапнул, блин, бродяга. Вот это вот глянулся на чё. Слушай, ну окунь, да, добрый. Вообще хороший. Да, тут хороший, конечно. Ой, блядь. Сирень. Сиренька. Да, только сиренькой сговорили, ну. Что, Петрус, ну, на сиреневую какую Да. Значит, есть смысл, да, в чем-то? Да. Понравился окунем. Ой, блядь, такой удар был, я думал, судачок хороший. Блин. Ой-ой-ой, как поел. Ой, как большой. Вот видишь? Шахта прям. Угу. Опять зеленый. Угу. Вот смотри, как кашет. Там вверх. Вниз. Вон опять резина Угу. зеленая. Смотри, средний. Там сзади он еще сидит. Ага. Вот и дуплетик, да? Вот и буклетик средний. Угу. Вот так вот, Это друзья. вверх. Вот. Брать не будем. Это не возьмем. Все, блядь, в холод рыбу увидел. Давай, Петрух, спасибо за рыбалку от души. Спасибо, что показал. Тебе спасибо. Ага. Давай, Давай. увидимся, я думаю. Давай, пока. Все, ребята, погнали домой. В общем, все, друзья, идем к машине. Полчаса ходьбы, наверное, к такому побережью, как на море. Ну, реально, как на море. Сейчас, конечно, ветер успокоился, это понятно на Волге. Я тут уже немножко стал понимать. Ну и в целом показал вам рыбалочку. Сам, конечно, не получилось порыбачить, так как у нас подвели снасти.
Витька. Немножко все исхудало. Зацепились еще тем более. По концове познакомился с Петрухой. Петруха, если будешь смотреть, привет тебе большой. В общем, показал, как это делается. Ну, до этого у него пару хороших попалось. Был сход, разогнул крючок, подарил резину ему, которая сработала по окуню. Ну и в оконцове как-то оно так. Все, друзья, вот такая волжская снасть, резинка на резинку. Ладно, братцы, давайте, всем пока. Ну что, друзья, всем привет! Заканчивается волжская эпопея, рыбалка на чувашской земле. И сегодня последняя ночь, ребята. Последние сутки я проведу время на Волге. И в понедельник мы уже выезжаем домой. Вчера был День Республики, была куча народа. Ну, мы отдыхали, высыпались, никуда не гулять не выходили. И сегодня с утра, в субботу, Дамир меня забросил на Волгу, ребята. Недалеко от города, где-то километров 40 плюс-минус. Я уже установил палатку, помог Дамир, так как ветрище ужасное. За эту рыбалку, за эту неделю я нашел тут местечко, ну, Дамир точнее показал, и мне понравился один берег, один такой обрывчик. И сегодня прям с утра с надеждой, прям уже с пониманием, куда я еду, ехали туда. Ну, суббота, друзья, выходные, берега все заняты, и в целом место там занято. Остановился чуть дальше, мы проехали чуть ниже. Вначале я уже делал пару рыбалок, а вот в конце вот этого берега здесь не были. И вот сегодня я здесь. Заезжали на протоку, и там люди сидят, просто отдыхают. Много рыбалок получается здесь с лодок. Люди просто приезжают, ставят лагерь, а сами выезжают на лодки, стоят на яйца и так далее. Борода, ребята, прошу прощения за морду лица. Не бритый, борода выцвела от такого палящего солнца, от ветра, немного загорел, и в целом как-то оно так. Уже попил кофе, раскидал кое-какие вещи, поставили вот палатку, еще раз повторюсь, тянуться было тяжело, потому что палатка большая, мы на самом крутом берегу, и здесь прям тянет, просто тянет, а такую палатку, ребята, если подымет, то ее просто вырвет. Сейчас покажу, как утянулись, и в целом покажу, где мы вообще находимся. Дамир меня оставил, уехал. Приедет только завтра, делает дела домашние. Ну, а я здесь проведу сегодня с вами очередную рыбалку по фидеру. Так, в целом, ну, уже 1000 раз, ребят, показывал все серии. Кто смотрел, тот знает, что я взял луп 3, раскладушки, столики. И, в общем, это здорово. Вот так находиться на берегу и чувствовать себя комфортно. Сегодня сделаю итоговую, друзья, рыбалку. Расскажу свои впечатления, что, как я понял, что нужно, если вы впервые едете на Волгу рыбачить. Именно по фидеру. И никогда здесь не были. И вот именно сегодня, друзья, я вам расскажу, так как я приехал с тайги, грубо говоря, с лесных речек, не особо таких больших. И у нас тоже идет рыбалка по фидеру, но, естественно, тут совсем все по-другому. Итоговая рыбалка, друзья, ночь, вечер, утро проведем, порыбачим, и я вам в течение рыбалки буду рассказывать, что, как и почему. И кто первый раз соберется на Волгу, возможно, поможет моя, ребята, история рыбацкая и что нужно вот брать конкретно. Давайте начнем, друзья. Бороду почешем и погнали. Так, друзья, ну что, покажу, как выглядит место снаружи. Здесь уже закинул раскладушку, столик, кофе попил. Готовлю прикормку, кукурузу, все как обычно. Последняя рыбалка, друзья, должна пройти на ура, мне кажется. Ну, ветрище пока не дает даже заброситься, найти бровку и так далее. В общем, ребят, вот такой обрыв крутой. А в начале, вот там мы были. Хотелось мне вот быть вот возле этих кустов, но там, смотрите, ребят, целых 6 машин, флаги, дети, ребята отдыхают. Напротив меня тоже стоит лодка, рыбачат на яйца, достают, кстати, подлещика.
Палатки там, в общем, везде, друзья, палатки и классная погода. Ну, ветер, ребята, очень сильный. Вытянуться пришлось прям вот очень, прям так уверенно. Дополнительные утяжки, где были, все добавил, прям даже сверху. И надеюсь, что ОП-3 не улетит, ребята, потому что ветрище реально крепит. Ну, мне кажется, утянулся достойно, все будет нормально. Тут потихоньку готовлюсь, столики, рюкзачки и так далее. В общем, сегодня, ребята, буду здесь рыбачить. Посмотрим, что да как и почем. Опять же, немножко грязно. Собираю немножко мусор, пакеты от прикормок и так далее. Вырубаю ступень, ребят. Здесь большой обрыв и неудобно подниматься. Вот начал уже вырубаться. Есть походная лопатка, топор. Вырубаю ступеньку, чтобы было нормально себя чувствовать, выходить. Ну и в общем как-то так. А так в целом, пока ветер, ребята, займусь монтажами, прикормками и так далее. Потому что сейчас, ну, я даже в данный момент не смогу заброситься. Вообще даже найти бровку. Ветер встречный, и, ну, это нереально будет. Как-то так, друзья. Давайте начнем. Погнали. Сильный прибой, очень много мути подняло. Но мне воду надо не для питья, а для прикормки, помыть руки и так далее. Начну, наверное, ребят, с прикормки. Что я здесь понял по прикормке? То, что вся Волга стоит на Дунаеве. Пачки Дунаева валяются по всей Волге. И, соответственно, прям какую-то специальную прикормку я ничего вам не скажу. Единственное, то, что вот мы на карася мы делали темную базу, а вот по лещу ставили светлую. Ну, так как у меня осталось с рыбалки, мы не выбрасывали. Приехали вчера, и как бы, ну, за сутки ничего и не будет. Она еще вот увлажненная, нормально себя чувствует. По разделке рыбы я увидел то, что рыба кормится и нормально хавает кукурузу. Кукурузу мы всегда добавляли с Дамиром всю эту рыбалку. Просто дешевая. На насадку использую бондюэль, а получается прикормку можно использовать любую, неважно. Прям вместе с водичкой туда ее. Машины только едут и едут. Так, пакетик у меня есть. Вот сегодня красная, и как раз вот замешаем ее с этой же прикормкой. Ну а вечером я хочу сделать другую базу и добавить, как обычно, пшена. Прикормки нужно много. Прикормка идет. Когда стояли на карася, делали более такую рассыпчатую, а вот именно на Волге, друзья, надо ее тяжелеть. Глубины большие, и чтобы кормушка, когда падает, она падает в течение там 25 секунд, надо утяжелять ее. Естественно, мы добавляли меласка постоянно, чтобы прикормка была тяжеленькая, чтобы она такая прям слипалась так уверенно и доходила до дна, а не где-то растворялась в кормушке, пока она падала в течение там 25 секунд. Все, что я могу сказать по прикормке. А так, конечно, все делают по-своему. Но единственный момент, то, что на Волге надо ее делать тяжелую. На Волге вода грязная, друзья, и если вы будете ехать, то берите с собой питьевую воду. Так как, допустим, я на рыбалку еду, я не беру с собой воду, я пью со своего водоема. Здесь вода грязная. Ну, для прикормки, естественно, надо добавлять ту воду, в которой рыбачим, то бишь вода с водоема. Все, мешаемся. Много кукурузы.
Отлично. Вот, друзья, на выходе, что получалась вот такая прикормка. Чтобы она такая прям плотненькая была. Нежели как бы такая более рыхлая. Чтобы она доходила реально до дна. А там ее все равно растаскивает. Вот такая. Отлично. Так, с прикормкой закончил. Начну расставляться, устанавливать фидеры. По удилищам. Периодически захожу в палатку, чтобы хотя бы мне как-то стало слышно. Вот у меня, друзья, ну, конечно, бюджетные, недорогие фидера. Ну, вполне мне достаточно ими рыбачить у себя на родине. Это 3 метра. Но на Волге, друзья, если вы поедете, как минимум 3,90, 4,20 фидер должен быть. А то и больше. Это оптимальная длина для Волги. Потому что забросы здесь очень дальние. А 3-метровый фидер, даже если у вас есть на шнуре там 150-200 метров, вы просто не сможете забросить. Соответственно, нужен длинный удильник. Катушка в районе 5000. И тогда будете стоять уверенно. И все будет четко. 3-метровый фидер, друзья, это очень маленький здесь. Так что, если поедете, этот момент обязательно учтите. Ну, на моих реках это вполне достаточно, этот фидер. Но здесь просто не хватает кастры. Прям серьезно, катастрофически не хватает длины фидера. В общем, ребята, беда. Ветер страшный. Попробовал покидать даже. Ну, нашел бровку сразу же. Нормально. 2 бровочки. Одна чуть поближе, вторая чуть подальше. Дальний заброс мешает обрыв. Как раз поводком царапаю его. Блин, неудобно. Ну и в оконцове вот так фидер стоит, короче. Самое плохое по фидеру — это, наверное, ветер. Поклевку непонятно. Они вот так болтаются, блин. Посидел полчасика. Короче, достаю, там опарыша, кукурузы нету. Ну, поклевки есть, но не понять. В общем, буду ждать, наверное. Буду сидеть ждать, пока успокоится ветер. Время у нас 4 час. Заварил себе лапши. Что-то на Волге на лапшу упали. Ну, лень, ребята, варить, вообще лень чем-то заморачиваться. Кстати,
по поводу Волги. Именно в Чувашском районе, если кто-то что-то там хочет коптить рыбу, то берите газ, ребята, берите много газа, потому что дров здесь вообще нету. Плюс такой сегодня ветер, то даже костер, наверное, опасно разжигать. Ну, короче, ребят, газ. Нужен газ, дров нету. Если что-то там хотите рыбу ловить, коптить, сразу там вялить, что-то там жарить, то нужно газа много. С дровами здесь беда, не то что у нас. Короче, ребят, колбаска, хлебушек, лапшичка, перекушу. Будем ждать вечера. Надеюсь, что вечером даст погода. Короче, страшное дело. По газам дал, короче. Но он прилип нормально к тебе, да? Он за ручку говорю, я же не могу, потому что мне тянет в одну сторону. Ёлки-палки, за одной юзом прет этот мусорок. А мне тянет. Это даже не лещ, ребята, это какая-то другая рыба. Понимаете, ребята, что сейчас это берег? Просто музыка там. Это жесть. Вот так вот. Это не какой-то пляж. Это вот так. Ужас. Что, друзья, дискотека не дает, конечно, рыбалки, но все же что-то спать не хочу. Конечно, надо будет сейчас по-серьезному лечь спать и дождаться утра. Ну, хочу поймать сомика, ребята. Желание бешеное имею. Поставлю вот такой крючочек побольше. И у меня дондрабен червь есть. И поставлю пучок червя. Не знаю, что получится. Мне кажется, сомики должны быть. Так. Ну, на такой якорь-то мы возьмем. Сейчас попробуем. Все, ребят, попробуем дождаться сама. Хотя прям соседи даже музыку включили. Они хоть и тихонько, но, блин, это не рыбалка, конечно. Ужас, что творится, вообще жесть. Вот такие выходные, друзья. Люди приезжают отдохнуть с семьей, пожарить шашлык и так далее. Ну, блин, последняя рыбалка, неохота мне валяться, отсыпаться. Так что посижу, одел колошки, футболку, штаны приодел. Ждем сама. Кого-то зацепил, ребята. Правда, не знаю, кто это. А может, саменок? Чуть не крупно вроде, или вообще мимо. Глубина большая, не могу понять.
Ребята, я это сделал. Это саменок. Смотрите, малыш. Точно так, как и захотел. Смотрите, какой прозрачный. Это сом, друзья. Первый мой сом. А это лапушка. Ну какой самера. Тихо, братик. О, какие зубы-то у тебя. А вот такая рыба, ребят, вырастает до 100 килограмм. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот и саменок мой первый. Жадно хапнул. Вот он, ребята, хвостяра. Давай, братик. До 100 килограмм рыбка растет. Ура! Победа! Ну, конечно, вообще маленький. А вот такая машина растет до 100 килограмм. В общем, друзья, время 11, начало 12. Решил, короче, ребята, я лечь спать. Поставлю будильник на 2 часа, и, мне кажется, уже все поврубаются. Потому что дискотека это надоела. Короче, сомика взял, ребята. Мне кажется, в таких закутках, в ямах недалеко от берега можно его рыбачить вот так, прям на донке ловить. Ну, как налима, короче. А так бровка дальняя, длинная и... Ну, в целом, вечер плохой, день вообще был ужасный. Ну, так монотонно. Я и поспал, ребята, и почитал что-то, и покупался, и позагорал. Короче, ветрище такое было ужасное. А вечер успокоился, но не могу так рыбачить, когда просто музыка долбит. Ставлю чай, пью чаек и отбиваюсь. А пораньше встану, мне кажется, все уже будут спать. А мы пробуем разловиться. Так что, ребята, до утра. Вечер добрый. Я здесь. Поставь будильник на 2 утра. Принято. Поставила будильник на 2 часа ночи. Сколько спать осталось? Сколько осталось спать? Включенных будильников не обнаружено. Спите спокойно. Давай, душе. Добрым утром. О, красавчик. Я вчера, блядь, просто реально не мог ответить. У меня коллега ушел в обочину, блядь. Обочину поймал, блядь. Нихуя.
Да ты что, налимчика поймал? Самы? Что, попадают что ли? Да. Самы. Нихуя, а да, он. Томик, да. Хотя можешь приготовить вкусный. Да не, маленький, братик, ты чё? Самы. Самы. Заглотил, зараза. Сейчас вот надо как-то его выковыривать. А нет, не заглотил. Опа. Беги домой. Что, друзья, доброе утро. Воды нету, смотрите. Садок висел там. Под уровень. Вода вон. Вот так. Воду выключили. Течения нету. Жесть. Короче, вода здесь играет роль большую. Нормальная такая. Ребята, взял, ребятки, утро. Где у меня подсак? Ах, оторвался, что ли? Ё-моё. Поводок оторвал. Порвал поводок, блин. Ё-моё. Зараза, блин. Да, бракушку рвет там. Хороший был.
хороший был, зараза. Фотобровку, друзья. Бровка 5-метровая, вот здесь как раз на подъеме. Там резанул, ракушка стоит. Хорошая машина была. Ну, увы, не поднял. На море, друзья, опять ветер, сильная волна, блин. Ё-моё. Опять ужасно вообще. Ну, утром вышла рыбка, начал ловить. И сходы, друзья. Блин, не знаю, что такое. На бровке прям по центру срезала. Получается, вот, чтобы вы понимали, мелко, сразу 5. И вот на эту бровку вытаскиваешь. А обычно по воде вот сидишь именно вот там, снизу, на камнях. Поставил кофе, хочу кофейку попить еще. Приехал Олег ко мне, вместе рыбачим. Подружился с Олегом здесь. Сейчас с Олегом покушаем. Свеколка у Алены Сергеевны. Гемоглобинчик, так скажем. И хлебушек. Олег Джан, приятного аппетита. Я-то думал, ты чай пить решил, а ты яичнику сварганил. Приятного аппетита, братья. Спасибо большое. Не приехал наш рыбак? Спит, наверное. То и дело, ребята. С утра на берегу Волги. Привет. Как обычно, сядешь поесть, начинается. Ну чё, клевало же хорошо. И висела уже. Олег, как всегда, да, сядешь поесть и это, да? Поклевка. Не, я говорю, сядешь поесть и всегда так, слышишь? А не крупный подлещик, походу. Сорога. О, какая. Давно сидит. Матерая. Давно сидит. Да, он заглотил уже. Вон какие, ребята, конники-то. Это сорога, я понимаю. Так, сорога. Ветрено, конечно. Жесть. Я же бежал после свеклы. Че, хорошенькая, да? Да. Давай, братан. Тут не спеши, тут не спеши. О, что-то гуляет, да? Ага, не вижу молоко. Самыл. Опа, судак, берж. Зубастый? Да, это не берж, это судак. Да, судачок. Надо, Вон он. блядь, как-то вытащить его нахуй, беднягу, блядь. А все, пузыря пустил с глубины. Че? А, все уже, Да. сдаем. Пузыря пустил, видишь? Ну. Обычно делают прокол как-то из глубины, когда достают. Значит, вот кто он. Вот у тебя кто теребит здесь, да? Значит, тут судак у тебя стоит. Сидит. Сейчас этот, принесу экстрактор.
погода, ребята. Жесть. Вообще жесть. Густера? Ну что, друзья, я уже как бы 2 дня дома. Последняя рыбалка была ветреная. В общем, вообще невозможно было сидеть. Но в целом еще одна ночка на берегу Волги. Она замечательна. Шикарно отдохнул, друзья, от комаров, от леса, от тайги. И прям не жалею, что съездил. Поездка была прям великолепная. По приезду удивлен. Ну, в принципе, удивляться нечего. У нас 10 градусов днем, 6 ночью. Дует ветрище. Вода на 1,5 метра поднялась. Короче, рыбалка была прям в цвет. Что съездил, побывал, посмотрел, попробовал. Все круто. Всем, друзья, желаю таких поездок. Выезжайте в незнакомые места. Это делается все просто. Не обязательно иметь какого-то местного человека. Есть возможность времени, есть возможность с палатками, есть возможность с машинами. Надо брать. Вот мы с Дамиром на Цивиль ездили именно так. Нашли съезд с дороги и просто разведали и в целом отрыбачили. Так что, друзья, я всем рекомендую вот так выезжать в какие-то незнакомые места, в другие регионы, города и рыбачить. Вот это так круто. Брать палатку, детей, просто семью и на 2-3 дня просто куда-то ехать. Это и путешествие будет, это будет и рыбалка, это будет и отдых, это будет вообще все. Спасибо, друзья, за просмотры, за лайки, за комментарии. Впереди непонятное лето, которое будет или не будет. Ну, в общем, в любом случае на связи и будем рыбачить, будут походы, будем делать что-то интересное. Все. Пока. Вот такие штучки выдают бесплатно, да? Да? На прогулке. Можно подниматься. Да, строили раньше, да.
Пока.